Здорово, чат! Здорово, народ! Всех рад приветствовать, собственно, на вечерней подрубальне. У нас сейчас с вами немножечко угадайки и потом, собственно говоря, матч жидкость против Фнатиков, так получается. Минус хата, чел. Увидим. Посмотрим, увидим, да. Звук. Я хотел фиксануть и забыл. Сейчас фиксанем, заодно возьмем какую-нибудь пушку на розыгрыш. Так получается. Или сегодня бабки можно повесить, разыграть. Пока не знаю, пока не определился. Не, наверное, пушку. По классике. Так, а вот и фикс звука. Мои поздравления, Ванкель, с картошечкой-то. Картошечка всегда хорошо. Так. Я хотел взять обклеенную кламашку, наверное. Пройдет. Так получается. Лайк на пост, подписочку на телеграм, итоги на потоке после матча. Ликвид Fnatic. О, вот так сделаем, да, с вами? Получается. Вроде нормальдос. Так, насколько поставить? Вот в чем вопрос. Так, ну все. Постик приготовили, чуть позже запостим, я так думаю. Погнали, пару коинфлипов ебанем.
Таких небольших, типа, гигантские не хочу. Типа так вот, баксов на 20, да, самое то, парочку. Парочку таких вот лайтовеньких. Бля, больной и 3 дня копал, это жестко реально. Самый большой вопрос, стоила ли эта картошка того. Вроде картошка сейчас не то чтобы дорогая в магазине. Типа, бля, больным горбатиться, копать, вот это вот все, ну, такое прям не самое приятное, как по мне. А, если так, Алексей, тогда все нормально, можно и больным так поделать. Так, я по-прежнему еще в пару коинфлипов схожу. Я не верю, что мы все проиграем. Не должны. Нихуя себе. А что это так дохуя? Типа, молодой картофель нынче прям охуенно ценится, что ли? Ладно, последний коинфлип, да-да, нет-нет, как говорится. Типа, 3 мы уже всрали. Давайте 4-й забахаем. Не, Алексей, видишь, он все-таки картошку копал, потому что за ведерку закладок как бы больше дают. Ну не, что-то как-то реально прям дохуя в плане цены. Ладно, просто атакуем первые билеты тогда. Ну, сейчас будем атаковать первые билеты. Коинфлипы сегодня вообще не зашли. Ладно, разочек скипнем первые билеты, возьмем последние. Это еще божеская цена. Да не, в магазине же там 20 с чем-то за кило. Не 2, пищу 40 с чем-то за килошку. То есть, ну, 10 килограмм 400 рублей. Молодой картофель. В общем-то. Типа, вроде не так много. Так, ну что, сейчас будем влетать. С сувенирным набором. Бам. Нет, тоже картох не очень тут с иглы, пожалуй. У меня тоже картошка так себе. То мелкая, то уебищная, то еще что-нибудь. Так, ну а теперь будем занимать начало. Я думаю, все ставки будем занимать начало. Оно рано или поздно должно заехать. Обязано. Оно не может не заезжать. Так, ну что, давайте найтбота запускать. Вместе с угадайкой потихонечку. Промокоды появились, угадайка ожила. Так, ну давайте, я думаю, еще одну ставочку сделаем. В Беларуси тоже картошка говно в этом году, вот цена такая большая. Может быть. Вполне логично. Учитывая, что именно белорусская картоха нас по большей части кормит. Как мне кажется.
Да. Хорошо, что я заранее это заметил. Сейчас перезайдем. Бля, обидно, что у ковбоя первые билеты, они у меня. Типа, должны были быть мои. И сейчас по-любому ковбой заберет. А, ну у него 0.71. А, это он вообще с конца забрал. То есть это у него не начало сыграло, это у него конец сыграл, получается. Поворот. Так, разрешить Найтботу всю вот эту фигню. Да. Ну а что, там больше ничего и не взять. Не, ну это ты можешь взять просто, чтобы дом был. Ванхель, уже не лето. Я тебя расстрою, но уже не лето. Но спасибо. Все, угадайка заработала, Гайзович. Можно писать. У меня лето. Понял. Вопросов не имеем. Если у тебя лето, да-да. Да-да-да. Так, а у меня кофе. Сука, так и не докатывается. Ладно, оставим еще 3 ставочки на потом. Готово. Первый угадывать будет Анастасия. Да, нас, конечно, немного на этом канале, но ничего. Как есть. Так, первый угадывает Анастасия, какой кейс. Давайте ESL про лигу пусть будет. Лысый на связи. Погнали, Настюк. Дадим каждому по шансу, так сказать. Чего ждать 2,5 года, Ванхель? P90 который? Тут побольше шмоток, тут надо конкретнее писать. Шейпвуд. Принято. Пробуем. Аук бенгальский тигр. Увы. Следующий. Максим Сергеевич. Я не заметил сразу, это нормально. Чтобы спросить подругу еще раз, будет ли она моей девушкой. А хули так долго ждать-то, Ванхель? Типа раз в 3 года только этим занимаешься? Максим Сергеевич. Спроси через 5 лет. P90 Шейпвуд, принято. 265 уже прошло. А, 2,5 уже прошло. Нихуя ты, Ванхель, ебать, засекатор. Защитная сетка. Следующий. Ванхель 322. Это нормально, Денис. Как говорится, главное, чтобы кодов хватало. А то же ж беда-то такая, что может и не хватать.
90 азимов, принято. Крутим-вертим, чекаем. Ну, почти, кстати говоря, тоже П, только 2000. Так. Денис Титаев, жги. Можешь моего фаната забанить? За что? За то, что он твой фанат? Тем более ты же сам знаешь, кто он. Ты можешь сам его для себя забанить и все. Шейпвуд. Понял. Разъяренная толпа. Может, моего фаната забанить? Не, это вы сами там друг друга баните. Баранов Алексей, жги. Огненный кто? По 2000 огненный элементаль. Принято. Нормально, солидно. Сразу на забор, пожалуй. Ага, хуй там, да? Хуй там, Гайзовича. Пусть будет код красный. Так. И у нас последний угадывающий Андрей Катран. Го в угадайку. Итак, она. Ты еще успеваешь написать релакс. И станешь участником. МК Опустошитель. Есть такая. Принято. И у нас еще один участник. Это будет релакс, получается. Релакс. Жги, шо выпадет. Ой, еще участники потихонечку подтягиваются, пока не кончаются. Завтра комментишь, посмотрим. Если сегодня зайдет, завтра комментишь, точно. Потому что на основе не посмотреть матча. F7 по версии закалка принята. А это петушок, золотой гребешок. Здравствуйте. DIY. Жги. Чего? Жар. Ну, кто-то его включил. Ну, вот пусть играет. Играет? Можно же не выключить, а убавить, я потом замерзну. Сделаем 26. Огонь чантика. Принято. А, чтоб люди не болели. Угу. Поворотный поворот. Красная линия. Тефер. Жги. Ну. Угу. Если угадаешь, промокодик на бетс получаешь. Вставил на первую карту Fnatic, там оверпас, наверное, какой-нибудь будет. Почему нет? Там уже есть карты? Ну. Ну так это ж я. Не, пока не видать. Официально, по крайней мере. Но по-любому где-нибудь они уже есть. Официально пока нет, но это почти по-любому. Петушок Азимов.
Поехали. Почти петушок. Тоже на П. Но не петушок. Александр Вятский. Жги. Здорово, енотыч. Я школу прогуливаю ради кодиков. Но школу прогуливать ради кодиков такая себе хуйня, честно говоря. Нет, бизнес-модель-то есть, это понятно. Получаешь кодик, льешь на нави. Огонь чатика. Принято. Вот ты пес. Нет, ты пес. Чё не на основе стрим? Ну потому что матч не посмотреть на основе. Дмитрий Мещеряков, жди. А то наберут, Денис? М-ка скоростной зверь, принято. У Нави хорошие шансы, как минимум. Ну, конечно, многое будет зависеть от их формы. Завтра они с кем там? С жесткими Энс, по-моему, встречаются. Ну да, послезавтра. Энс жесткие. Закалыч. Сергей Матвеев, жги. Леш за? Это нормально. По 2000 элементаль, принято. По 96 фут. Еноты знаю. Крой 3 удара молнии и 5 аквамаринок. Но пока ждем енота, можно и открыть. Енот сейчас пока придумает. Поехали. Анлака. И 3 аквамаринки, да? Енот, пиши, что выпадет. Во. А тут нормально, короче. Такая же за. Ладно, дожидаемся енота. Дожидаемся карт потихонечку. Я уверен, карты уже где-то есть, но тут пока нету. Енот. Прям конкретная. Это ж хорошо. Маг 10. Маг 10. Енот, а где здесь маг 10? Наверное, не маг 10, наверное, ты что-то другое имел в виду. Енот, напиши, пожалуйста, что упадет. Уж будь добр. Или я сейчас пойду следующего ролить. Давай, енот, даю обратный отсчет. 13. 12. 11. Но нету тут 5-7 банана.
Или есть? Есть банан. Все. Окей. Вижу. Это Щелкунчик Енотыч. И наш последний участник Хаскер. Хаскер, жди. Скажи, не выпаду, так поспамлю. Нюк первая карта. Это что, Фнатики пикнули нюк? Петух Азимов, принято. Анлака Малака. П250 пятно. Так. Ладно, это мы все сделали. Филипперу поехали, 3 штуки. Так, участники у нас там кончились. Опрос для вас по-прежнему висит. Ебать. Так, ну это еще одна угадайка. Плюсик. Плюсик. Просто плюсик. Надо угадать, какой нож выпадет стримеру. Просто плюсец. Просто поставь плюсец. И как раз пойдем смотреть Liquid Fnatic, я так думаю. Да, Фнатики пикнули нюк. Нюк даст 2 мираж. Не самый такой однозначный пик, как по мне. Тоже не понимаю, почему нюк. Но как есть. Так, отгадывает у нас Анастасия. Жги. Ножей много. Поэтому это так, больше развлекательная тема, чем реально угадайка. Но попробовать всегда интересно, как мне кажется. Liquid. Ну, вот с учетом того, что это нюк, все может быть. Лезвие, крюк, чистая вода. Принято. Складной ультрафиолет. Ну, не хорошо, не плохо, скажем так. Оставим бабки. Привет, мистер Мези. Так, котики были, это было. Розыгрыш висит, скетч висит. Привет. Привет, кудряш, ты такой же кудряш, как я. Так, давайте слушать, что он говорит, потому что нихуя непонятно. You're a clutch king. I don't know about that, maybe. You're on your way there. Liquid said in a press conference earlier this week that you guys aren't practiced enough to beat them. What do you say to that? I mean, I don't think that's a great statement to put out. Because, like, I think we've already proven in the group stages that we can do damage against some. 3 удара молнии, 3 комыча. Ну, в принципе, можем, пока ничего не происходит. Really close against the #1 team, so I think we can make an impact against any team if we're performing well on the day and communicating well. I think we've already shown that we can beat anyone. And perhaps that's true. Liquid standing tall, or well, sitting tall on the other side. We're ready to jump into Nuke in just a few seconds. Молнии прокатываются мимо нас. Увы. Так, теперь у нас 3 комыча. С комычей, кстати, тоже может выпасть удар молнии.
Удар молнии — это круто. Что там, у нас команда показывает. Сейчас будем перемещаться к пистолетке. Забери меня на бале, меня кто на бале отвез. Так, ну и давайте пятак GG геймов. А, там уже пистолетка пошла, все. Идем на пистолетку. Нихуя не выпил интересного. Бролан уже вскрывает одного. У Элайджа кончаются патроны, но Грим неплохо себя чувствует за... Ой-ой-ой, забирает Бролана вообще на халяву, забирает еще и Алекса. Джакинью 1 в 2. Ему уже попадают по щам, и Элайдж его закрывает. Не, ну тут чисто Грим, конечно, на халяве просто назабирал. Luckily, the kill was stolen out from under him, and the fast A play for Fnatic. It comes close, but we know how good Grim really is at anchoring down the back of this A box. И на последнюю пульку там еще одного. Жестко от Liquid. Лучший комментатор. Посмотрим. Тут раз на раз. За спойлеры баньте, пожалуйста. Спасибо. Ali trying to take some space outside. He's going to meet Brolin behind the smoke. He's waiting for the footsteps to pass him by. Messi's right as the last man going through. Ali Лач находит пачку. time to strike and drops the bomb out of the open, looking for more. Ali doubles up and then he disappears. Самое плохое, что это форс-бай от Фнатиков, который не работает, и Лач на одном хп выживает и убегает. Jaquinho and Crims, they're very far apart here, left wondering where this went oh so wrong. And they're even getting wrapped in through. Ну чисто в теории в защите они что-то могут, наверное, показать. Так, ну и Кримс последний у нас. Он такой, ну пацаны, на кого вы меня покинули? Что мне теперь с этим диглом делать? Ну жесткое начало от Team Liquid. Жесткие, жесткие. Такая же за Серег. Я думаю, мне то же самое может выпасть, но мы уже матч смотрим. Так, ладно, предположим, что спойлер был правдой, и Фнатики проебут оружейку, и это грустно. Ну, покацал армора, но это такое. Почему жидкие называются жидкими? Ну, потому что они ликвид, что переводится как жидкость. А почему они именно жидкость, хуй его знает. Так, пару P250 и глоки от Fnatic. Ну, тут, наверное, вряд ли что-то получится сделать. Даже какой-то минус найти будет достаточно непросто, прямо говоря. Фоллан попадает по Бролану. Нав прячется. Фоллан попадает еще раз. Прячется от Кримза. Мажет. Забирает Кримза с юспика. Фоллан неплохо. Но Алекс зашел. И... чисто теоретически у него даже микрошанс поставить был, потому что Элайдж по нему очень долго не стрелял. Только поставил, да не так много. Так, ну чё, если с калашами сейчас проиграют вот такому баю из Фомас фармилок, это беда, конечно, будет. Выкидывается скаут, выкидывается одна фармилка, докупается эмка на Элайджа. И авик на фоллане. Элайдж занимает хорошую, опасную позицию. Кримс уже получил хаешечку или что-то такое. Элайдж Dangerous. И все в смоках. Флешка от самих Fnatic прилетает, и флешка хоронит все. Ой, ну тут что-то в салат. В салат Fnatic развалились, своей же флешку съели.
Да, пока что от Liquid жестко. The fast split comes in for Fnatic. Some team flashes really 3900, 4, 3800, 3600. Ну, в принципе, могут взять калаши, поиграть от стрельбы с первыми арморами там какими-нибудь. Well, hey, one of the things we were saying, you know, coming into this was how it felt like, you know, we haven't really seen Liquid tested. Там от Джакини флешка очень неудачно залетела. Не люблю я вот эти вот баи до 2000, они не особо работают. Прям очень редко. This is a very convincing start for Team Liquid. And I really like what we're getting out of them already. That confidence from early in the group feels like it's back. Ой, жестко от Элайджа. Кримс отвешивает плюшку по гриму, но этого очень мало. Алекс последний, 1 в 4. That's clean indeed, and that's now an AK retrieved as well. Maybe he can get tricky with it after all. He's gonna look for something here. Ну, непонятно, как Алекс это будет разруливать. 1 в 3 очень сложно. Я думаю, Liquid просто не будут подставляться. Ему надо еще подобрать пачку, попробовать ее как-то поставить. Но при этом пачка-то вообще голая. Но Алекс этого не понимает. Алекс морозится. Ну, слишком медленно от Алекса. За счет этого ни пачки, ничего. Слишком страшно ему. Как бы за эти 30 секунд ты уже просто физически не успеешь. Ой, жестко. Так, ну что, 1 в 1 против снайпера. Начекались. Нет, Fallen распикивает. Но Алекс пытался. Жестко. Have hoped or asked for more, considering, you know, that was the 4-on-1, right? No one was really envisioning a world where that gets out of hand, especially not Team Liquid. Было близко, старичок. Единственное, что, может быть, не стоило Фоллена пикать. Ну, конечно, от Фоллена жесткие флики залетают в последнее время. Джакини вообще без армора был, 78 хаешка ему съела. Так, ну что, хорошие деньги у Fnatic, 5-0. Элайдж за красным. Fallen в очень необычной позиции. Могут его не начекать тут. Начекали. Элайджа не ждут! Ну и Кримс слазит с крыши, и это пиздец. Надо было оверпас пикать Fnatic. Нахуй вы этот нюк взяли, блядь? Тем более против Liquid. Так, но деньги у Fnatic остаются, слишком большой лустрик. Жестко от Элайджа, 12-1 стата. Правильно они взяли? Не, ну если смотреть со стороны человека, болеющего за Liquid, наверное, да. Fallen is very confident at taking these fights with the AWP. I mean, mate, he plays on top of Garage in that round. Like, that doesn't scream confidence. I don't know what will. But even though he's peppering you with pressure with the AWP, once you deal with him, you're almost kind of, you know, walk down the garden path, as it were. You know, you're led to believe that you've dealt with the outside player. The pressure's going to get eased off now in the 4-on-4, and that's when big boy Lige comes in, swinging the left and right. Вот Элайджа очень жестко. So this is a really nice little outside hold, very dynamic. Ну, наверное, потому что ты копал 3 дня, бля. Бля, дыра. Что с этой дырой делать? Ага, дыру закрыли, окей. Сейчас Элайдж еще через смок, если нафигарит.
Just trying to find a gap, trying to find a way to exploit these smokes against Fnatic, and he almost catches the timing, but instead it's Stewie flashing him into the garage lead. Back turn, in he goes. Нет, Мези отвернулся и повернулся удачно. Mezi's going to take that kill and run boost his teammate to the other side of garage, avoiding a potential fallen orb in heaven. It's a consistent. Стью из девяточки. Пытается его вскрыть префами. Стью падает вниз, Кримс чекает будку, на будке никого, получает от Грима 4 в 4. При этом уже запушен мейн. Ой-ой-ой. Жакинью, конечно, подбирает пачку. Его отпускают. Ну, чисто по халяве пока что. Пока что по халяве проходит раунд. Типа Team Liquid отжали столько хороших позиций изначально. Могли жестко это разыграть. Так, ну и в бэсайде у нас один наф, у которого пока не идет. Ну, точнее, он пока никого не находил. Но это уже, так сказать, совсем другой вопрос. Наф находит одного, Бролан в размене, Мези находит Фоллана. This might be Fnatic finding their first after all. Liquid don't want to give it up. They want to keep it clean. They want to keep it flawless. Мези вскрывает Грима. Ждет Стюика. Вскрывает Стюика. Хороший раунд от Мези, 6-1. Просто стрим комментируешь или ставил? Написано же, что ставил. Но плюс комментирую. To support that position, like you said, the lobby clear gave Liquid all the info. They were only playing for the heaven ramp or the drop to B, and it was the latter. Even with two players on lower, Mezi taps out Fallen. Камбэк из Рил, ну, естественно, это нюк. Тут как бы и пятерочки может в атаке хватить. Посмотрим. You just can't afford to have, you know, what we had on the debut game for Fnatic. However, you know, he hasn't really looked like that since. So I'm на рампе у нас наф, которого по-прежнему так себе, с учетом счета 6-1, конечно. Many of people's first Steam game. It had Team Fortress in it. All the classics. Chiquinho, was he a big fan? He's not going to get given. Опасная позиция у нафа. Playing ramp nice and safe right now, and he's going wider. They want to try and take this peak again. Ну, жестко от нафа на самом деле. Благо Кримс вышел на размен. Так, Бролан начекал еще одного игрока под Б. Лайдж закрывает Алекса. Бролан размеривает по Элайджу. Стюи закрывает Бролана. 2 в 3. Проблемки у Fnatic. Пачка, конечно, гарантирует хоть какие-то деньги. Кримс в фулл-блайнде. Мези 1 в 3. Это будет очень сложно, почти невозможно. Забирает первого. Понимает, что там есть второй, скорее всего. Нет, слишком много игроков. Даблкил от Мези, но мало. The round is Team Liquid's. The AWP saved forward as well. 7th now on the board. You couldn't have asked for more out of Messi there. He really does give it his all. But Team Liquid 7-1 за Liquid. Right? Хорошая защита. They get the info where Messi is. And once they know where he is, they play it together. They swing in tandem, much like that double peak that opens the round for Fnatic. That was crazy, by the way. I just want to say that was absolutely crazy. Just because you don't see that ramp play, what a read that he's at bottom orange. And если бы Грим еще, ой, точнее, Мези как-то еще и в Грима перевелся, это было бы, конечно, что-то с чем-то. Fnatic забыли зайти на нюк, плюс. Деньги еще есть, Мези единственный, кто идет в КД-1. Так, ну что, готовится выход под А. И опять Кримс откисает, просто чекая будку. И все в флешках. И вообще не получается у Fnatic куда-либо выйти. Нюк явно не готов. Либо у Liquid слишком хорошо готов. Возможно, хотели они удивить Ликвидов нюком, но Liquid-то играют нюк. Их нюком не удивишь. Да, сабкатка от Fnatic получается.
Не, ну для Элайджа это точно. Дезматч 13-3 там у него. У остальных все похуже. Но Фолл на 8-4 тоже неплохо. И у Грима 10-3. Нафа и Стиви так себе. Не самый выдающийся счет. Ставь ты эту пачку, Джакини. Ну, лустрик плюс пачки хоть что-то. Just to spam the body. Yeah, Grim is learning the liquid way, I see. Oh. Excellent, Grim, excellent. Yes, Hey. Coming along nicely. Yeah, we'll make a Sith Lord out of him, yeah. This is great for Liquid because I just, again, want to reiterate that point. Like, you know, yeah, a debut for Liquid in the group was against NiP, and they trounced them, they destroyed them. And you're wondering, oh, Liquid are coming in hot, that looks good. Yeah, they take Gambit to their knees, they can't close the series, though. Буллинг. And then all the other teams, you can, it's to a degree write off Team One, Entropic. Остальные не нужны, это факт. You can give caveats there and say, yeah, Пока что хватает Элайджа с папой Фолланом. They already proved a lot in their group, in the hardest group, making it out. So, ну и Fnatic поплыли явно. Right Джакини точно поплыл. Он и так постоянно плывет, а тут еще больше поплыл. Фоллан закрывает Алекса, стреляет в смоки. И опять Элайдж находит какие-то бачки. Просто идеальные тайминги для Элайджа. Mate, and you know, you just touched upon it there, right? Yeah, we did often see Naf being that outside guy in old iterations of Liquid. Even, you know, when you had Fallen first bought into this team, he would be the guy playing over towards Garage. Не знаю, что с Броуном случилось. Перешафлов, да, парень жёг. Interesting to see that switch up, and it's working wonders for Elise, mate. He's having a whale of a time. Yeah. Naf's not enjoying it so much over towards Ramp. Ramp is a horrible position. We'll leave it at that. Crims has pushed up to try and hold on to this ramp control. A lot of this round hinging on how much Crims двоих. get away with. And with him finding 2 out of 3, even attempting to fake flash Fallen, they've got him boxed in. He's losing real. Ну Фоллана не проведешь. Knock him out of the round. Mate. Fallen, like that's sick. Fallen is like the anti-clutcher. Yeah. That's how I look at this guy. Like when he's still alive. And Ну тут пахнет 2-0, да. I feel so calm whenever I see Fallen still standing. Those are some wide peaks for Crims as well. That really should, like, this one should be forcing the shot. Fallen's got nerves of steel to hold on for that long. He knows if he dies, the round could be over from that kill alone. You got Crims, you got giving him an AWP if he wants to get weird. He's got an open bomb plant plus both sides of ramp to peek from. That's a big kill from Fallen after Crims doubles up. And it feels a shame to see Crims slow starting. Like, he's not really had positions where he can have impact, right? They've either been A-rushing... Пока что от Fnatic никакой игры. 3 с небольшим лил на Fnatic. Вот что сейчас за выход был от Мези. Просто на Fallen, зная, что Fallen там every round стоит. Тут явно пацаны поплыли. Да, тут минус хата. Бомжуем сейкой, так получается. Вообще у Liquid такая же атака, мы это видели, когда они играли против Гамбит. Другое дело, что здесь плюс мораль хорошая. Still keeping these fights up, and even though he's traded out, it's still a huge 4-on-2, and with so low HP on Jaquinho, you might be hard-pressed to find anything here if you're Fnatic. Alex going back outside, but with so many players still standing for Liquid, this is something they are considering. Надо хотя бы 11-4, типа, что-то такое пытаться сделать. And so now Alex has a little more room, and maybe a free kill onto Fallen. Yeah, he is knocked out. Alige playing close at the T-vent is really stuck and trapped out on an island here. Alex making it all happen from this main lurk. Oh no. Grim looking to hold the line. And this guy's always a problem over in A. И жестко от Грима, первого и второго.
Может быть 1-2, может. Мы такое часто видели уже. Элементарного ПФ сегодня достаточно плотненько было. Хотя первая 16-2 закончилась. A bit of a shame to see coming in with some clutch kills to take down Fallen and Elite. The only kills Alex had prior to this round was that 1-on-4 attempt he made a 1v1. But nice try for Fnatic to, do the impossible there, really. That's exactly what that was. Liquid have been so good at shutting down these 4-on-2s, these 5-on-3s, these 2-on-1s. They've not let Fnatic come in with clutch rounds. Так, ну что, дигла от Фнатиков. Первые и вторые арморы. Надо пытаться что-то делать. Вопрос только чё. Ну, по сегодня плотно было. They certainly do. Elige is helping out as Nav. Sorry, he drops lower. Nav drops. Elige drops lower, and Nav stays ramp rather. And Elige is already here to stop the vent. Лайдж готов принимать. У него прям идеальные углы сегодня. Хорошо, ванхит. Fallen's gonna get nullified by those, trying to outposition them. But you still got Elige waiting in the wings down on B. And we might even see a bit of an earlier rotation, especially when Elige gets this info. Dropping a nade, but he's got to get ready for the fight. Takes the second man out of the round for his troubles. And now the rotation. Пачка нужна, но как ее поставить, это большой вопрос, конечно. Still Team Liquid keeping bodies over towards this upper site. Stewie is starting to work this late secret control as well. Мейзи жесткая плюшка. Это 3 в 3, кстати говоря, тем временем. Странно, почему навшить не стал. Мейзи еще одна жесткая плюшка. Стюи находит Кремза. Trying to play the long game, trying to play the bomb game, tag up for Jaquinho, but now they're on the bomb, they're sticking it, he's got a swing, that gets them off, Messi with a third, and just Nafly left to beat, he tries to fake him out, and there's Naf to find the kill, just enough time left for the defuse. Прям на последних таймингах задефьюзил Нав по итогу. Не, Мейзи красиво, конечно. Но этого мало. Right? He was the guy who even won Fnatic their only round by doing the same with the AK. Look at that shot. And then the glass kill, and still finds a third here onto Stewie. And then Naf, подводит, пиздец. Соглашусь. And swings. Messi knows he has to go. If it's a stick, he loses the round. Yeah, nice try from his team. They were trapped in single door. It's a very hard spot to hold on to with a pistol in a post plant. And good cover for Stewie. Как там хата? Хуёво себя чувствует. Очень хуёво. Горит, я бы сказал. О, да, пахнет вторым раундом для Fnatic. Тут Liquid тоже с новыми игроками. Fallen жестко. Неудачно от Fallen, конечно. Грим не пошло. Да, второй для Fnatic вроде как. Так, ну и Стью уходит курить, потому что денег у Team Liquid нету. На самом деле. Несмотря на такой винстрик, за счет очень близких раундов деньги кончились. Так, на релаксе, на расслабоне комментируем. Вы же и сами видите, что происходит. Мне ж не нужно каждый мув объяснять. И ты пытаешься, типа, тебя все... Нет, ну я, типа, за, чтобы Fnatic выиграли, но я ж тут комментирую, сижу именно.
Если 11-4 сделаю, да, шансы есть. Но прям маленькие. Knows he has the cross, knows his team not to face, and that's a lock-in round for Fnatic. You get a bit worried when Fallen not only takes out Alex in the hut, but then almost drops Mezzy in door. He gets two there, even with a trade. Но в Фнатов не пошли оружейки. Выходы под А не сложились, выходы под Б не сложились. То Элайдж в ухо двоих заберет, то Элайдж в бок двоих заберет, то Элайдж трипл килл захуярит. Типа там чисто на индивидуалке Liquid проперлись и просто передушили Fnatic. Хочешь морально называй это, хочешь индивидуально. Так, ну третий для Fnatic и четвертый следом, потому что у Liquid денег не будет. 1-on-4, and Chiquinho lighting this round up with the orb would be content with another, and there it is. 4 kills from the guy, and that AWP starts to look good for the T side on their way to finding this 4-round half they were hoping for. Yeah, well, hoping for maybe. Once they were 11-1 down, they were hoping for 11-4. Yeah, they probably weren't coming into it going, come on guys, 4 rounds, it's 2013 all over again, we'll be fine. That's a winning game right there. Nope. But, you know, you got to make do with what you got. 4 is your best bet. And Fnatic, yeah, they should be onto it. This is where Liquid, you know, these last 2 rounds, they face all outside. They know they can go a bit loosey-goosey. They know they've got nothing to lose. Значит, у меня одни фиолетовые стики, хочется уже не фиолетовые. Есть не фиолетовые. Yeah, I hope that Brolin can take this as a confidence-boosting round if there ever was a time, right? Because he's looking a bit out of it right now. Haven't really get to say his name at all. And that's a problem. There's this little double ramp push. It's very weird. 2 AKs versus 2 Deagles. О, и это минус пачка. И это, походу, 12-3. Лошадки пока ебут. Жестко. Flashing Brolin in, Chiquinho dead out in the yard, and so now all their attention is on the bomb in lobby. И это, по сути, такой полуэкономический... Ну ладно. Форс на оставшиеся деньги, который у Team Liquid сработал, жесть. Просто 2 дигла в упоре сделали свое дело в тушку. 12-3. Team Liquid берут даже хуйню. По игре руки убираются, тут плюс. Ну, жестко получается от Liquid пока что. Хоть и неприятненько, но жестко. Посмотрим, что будет на второй, или что будет во второй половине. Ну, прям жестко от Liquid. Ничего не сказать. Я также напоминаю, что для вас проходит розыгрыш в группе на замечательный АК-47 Коломага. Так я тоже не понимаю, почему Fnatic пикнули нюк. Типа, слишком много вопросов к этому пику. Типа, можно, конечно, сказать, что ошиблись. Но такое. На самом деле, мне кажется, лучше оставить бабки на завтра. Но на второй у Fnatic шансы будут. Не сказать, что большие. То есть нюк понятно, нюк не пошел изначально, дальше даст второй. Даст второй, карты 50-50. Если мы посмотрим винрейты, то у Liquid тут 33% как бы. Fnatic тут одна карта. Против бигов они играли, но у бигов очень жесткий нюк. Ой, нюк, очень жесткий даст. А у Liquid тут что? Поражение от НИП, поражение от No Sports и победа над НИП. Собственно говоря, все. Ну, то есть,
тоже не сказать, что жестко. Типа, Даст второй, у первого и у второго коллектива говно. Другое дело, что, судя по нику, пока что у Liquid все намного лучше. Но хотя нюк карта как полетит отчасти все-таки. Если изначально пошло у Liquid, то, естественно, они его закрывают. Ну, у Liquid тоже такой себе Даст второй. И Кэф по-любому на Даст будет хуйня. Мне кажется, либо ушли на второй от Fnatic, но это прям, знаешь, прям с опаской на дикую верочку. Либо лучше оставить бабки на завтра. Я бы на твоем месте на завтра оставил. Пытаться отыграться всегда хуйня идея. Я сам на эти грабли 1000 раз поступал, когда пытаешься отыграться. Обычно все проебываешь. Анлака малака. Ну и все, собственно говоря. Вторая половина. И либо нам сейчас Fnatic что-то покажут, либо нет. Подвисли. Обновим. Чтобы было. Да ладно. А хули так быстро-то? Это просто был выход, пока обновляли, он закончился, блядь. 3 хп Фоллен. Бролан видит пачку. Видит Фоллена. And now Fallen knows as well. Not a helpful bomb spot for Fallen that bomb either. is in the worst place, but luckily enough, Brolin has left heaven. Now Fallen won't know this, but eventually, right, he has to get the bomb or lose the round, so he's gonna get a path to it. And he started to read the main play ahead of time. I called Fallen, you know, king of the anti-clutch earlier, the guy who always puts his Бролан даже киты не подобрал. И Fallen берет это с 3 хп. At 3 points to health, Brolin, if he wasn't in his head to begin with, he's gonna be now. You take a look at that one after the fact, you see that you got Fallen down to 3 HP, and that should have been your round. But the Professor's stolen it away from you, and just like that, Team Liquid really up in the lead now. Oh, a little wing from Fallen. Ебать, старичок показывает, конечно. This is an excellent Liquid out of the gate, not just dominating the first half, but now starting the second with clutches. Oh my goodness, poor Brolin. Could have hit the leg shot in the hut. An opportunity gone, and one you've got to forget about immediately. Come in with a force. Через стрима как играть надо? Да естественно, что так надо. Brolin's moving up secret. Оставляет красным Элайджа, оставляет красным Фоллен, но это 4 в 5. Как ни крути. He's in a 64-tick server, everyone else is in 128. Smoke outside to cut off Chiquinho, and has done a great job at that towards his held position. Can't see much with the scout. There's another one in the hands of Crips trying to provide a bit of attention, draw them away. Are they still ready for Chiquinho back in support? Да, у Liquid жестко. That's exactly what Chiquinho wants. Я тоже не ожидал такой. Я вообще не ожидал нюк увидеть, если честно. Я думаю, вообще никто нюк от Fnatic не ожидал увидеть. Слишком самоуверенно, что ли. Просто 4 красных игрока, но это 5 в 3. Но все красные. 4 красных игрока. Просто все красные. 11, 11, 30, 30, но без скиллов. And Liquid live on the edge of death. 14-3. Someone call the coroner. Yeah, man. This is so. That is such a devastating round, man. As you say, everyone else was low. The one guy with health is the one that then is also tagged down. Because he's going for body shots. Because his entire team going. Chiquinho's going. Man, I hit like 3 guys with a scout. Watch out.
and you're just hoping, you're just praying that might be all you got. Как же не идет стрельба? Fallen 1 хп. Ну, тут очевидно, что Liquid в лучшей форме. Liquid aren't worried. But they don't care. There's a reason that Fallen led the charge into battle there. He's got full faith in the team. He set them up for the plant. Alex is wiped clean, and for Messi and Chiquinho, Жаки не очень нестабильный. Но сейчас куда больше вопросов к Бролану, например. Fnatic will physically not play a rifle round in the CT side, Harry. They double. Не, ну вообще, аромат допов, конечно, витает в воздухе, но не на этой карте. Not wanting to buy up full against 15-3 and try and pull a flawless comeback. They wanted to at least give themselves breathing room. But absolutely slapped out of the server. And Brolin, I just, you know, I don't want to draw more attention to the elephant in the room, but how are some of these kills not coming through? This is not Brolin's day, this is not Brolin's game, and he's going to have to reset for Dust, because it is not far from that second map. This is Fnatic's best buy, and I say that with air quotes. Triple FAMAS, MP9 Scout, got some utility, but Liquid, all the talk of the town. Yeah, and you know, I don't even think it's really fair to like be ragging on Fnatic. This is just a very, very determined looking Liquid that are trying to come in with a statement victory to open up what they're envisioning to be a deep playoff run. Ну, Liquid играют просто свои дефолты, понимая, что они сильнее. The groups, Harry, they absolutely shredded NIP, who still made it to the playoffs. And now Liquid are out for more blood. Yeah, well, Grim's dead right away this time around, and Alex is going to keep it in a 3-on-3. Не, ну тут совсем не идет у ребят из Fnatic. Даже в каких-то объективных ситуациях вообще не получается никого забирать. Brolin 1v1, it's a leash to beat, and he's out of there, down through the vents. He makes out like a bandit, keeping this MP5 over the AK, a sign of confidence, perhaps. И Бролан все на шифтах делает, ну куда? Уже просто беги, отыгрывай что-нибудь. But it might actually do him some favors here. You can be very light on your feet with this. Brolin does have smoke kit for the defuse as well. So if he really starts to run out of options, he's always got that as a fallback plan. Ну пока еще не въебано, пока что неудачный нюк. Either that or his bad luck is set to continue. And with the leash wrapping into window, Brolin has taken a lot of time clearing out this bomb site. He's running out of it now. Doesn't have a choice. Smoke's gone door, but the bomb's not planted for it. He still wins the fight. And there's just enough time left to grab this defuse. 15-4 допы. А чё ты калаш ты не берешь, Бролан? А, там не калаш, там МПшка была, да. That's exactly what you would think. Brolin's up towards the door. For a second, you think that's going to let him down, but just a slight confidence boosting 1v2 clutch to come through for Brolin, keeping Fnatic in this game even for a round longer. Nice try for a lead, but not meant to be. Fnatic need a flawless game now on the CT side. Вот он, камбэк века. More to work with, at least more than the previous 3 M4s and a FAMAS. But Liquid have so much room to work with. Здорово, Володь. Smokes outside. Иди проветрись, какие допы. Ну как, пахнет же прям со 100% вероятностью допами. 19-17 Fnatic, да, пахнет. Очень близко, по крайней мере. Да, Настя причем неплохо ставит. And so you can't afford to gamble, stack your entire team down lower. Alex is there with no utility. He will be the early. Шанс-то есть. Не, на Нюке нету. На Дасте может еще есть. Yeah, and being real, you kind of need Alex to go 1-for-1 at a worst case scenario, right? If he dies getting nothing done, А Максима не воняет допами. Такие дела. 4-on-5 retake, especially with this NAF lurk, you know, still yet to really spring into action. You're in for a bad time. You're in for a rough old time.
So Alex, there's going to be a lot of attention on you here right now. He's up on top of the silo. He's called for some support. Broly Кейс is in птичка. a ramp, and Alex opens На up фейсе the first. четверка. 1 for 1 is what was needed, but suddenly Fallen and Navi Так, ну что, конец камбэка. kills each. Так Bomb now получается. down. Crimson Mezzi left up for the retake. And Naf still out on a lamb, all alone. This gives over a temporary Да, где-то в параллельной, возможно, они выиграли. Чуйска, что даст будет таким же для Fnatic, но посмотрим. Вероятность есть. Не, ну 4 взяли, уже не 0, да? Ну от Liquid жестче. Ну что ж, не сказать, что приятно, неприятно скорее. Ну уж как есть. Но я как бы, когда увидел нюк, я хотел снять ставку. Я как-то больше на оверпас рассчитывал, на самом деле. И... Ага, контракт апгрейд, короче, можно сделать только. Ну давайте в контракт все это и запихуем, собственно говоря. Нихуя вот эта контрактуха залетела нормально. Сквидер 2 штуки, сейчас сделаем. Это что, интервью Алекса? Пиздите, пиздите, ебать, 16-4 нюк нахуй. Now Cirque has got to turn around. He's got players coming from every position but the Palace. 1/8. Все на вылет. Игра всем важна. Я понимаю, что, типа, я тоже рассчитывал на овер. Типа, у них хотя бы там диффенс на овере есть, и атака какая-то есть. А тут фигак, и какой-то нюк залетает туда. Зачем, для чего? Вообще непонятно. Boomich moving back into middle, and surely they don't expect this play. Oh, he may have just brained them hard. Розовая 3 раза, давай. Double flashes. They could check this corner, and they should be able to trade. You'd like to think, but do they check it? That's the question. One goes by, and Boomich playing it like an absolute beast. He finds them both. JW, he's back on the shotgun again, and he's just going to be up for the chopping block. JW anymore. Oh, Кардио. Так, ну что, давайте еще 3 филиппейра. Я все-таки рассчитываю на какой-то из ножей. Было бы круто. Ебать. Не, ну, пацаны, это опять ножевой получается, опять угадайка. Плюсик. И угадываем, какой будет нож. Получается. Я думаю, в этот раз какой бы ни был, мы его заберем. Только если это не чекрышка какая-нибудь. Чекрышку забирать не будем. Чекрышку не будем забирать. Плюсик. Отгадываете, получаете промокод на бетс. Это так, больше развлекал его, конечно, чем что-то получение, но тем не менее. Давайте. Так, сколько у нас? 15 он стоит. Давайте Ice Age откроем и потом заролим того, кто будет гадать. Ice Age. Маг 10 малахит, ну такое. Явно не то, чего хотелось. Где Донбасс? У нас не Донбасс, у нас ножевой. Так, надо угадать, какой конкретно нож выпадет. Гадает Виктор Ко. Виктор Ко, какой нож выпадет. Поехали. Let's go, Виктор.
100% зуб тигра, да, бабочка по-любому. Ножевой для лахов, ничего страшного, Алексей. Он как раз для нас. То, что доктор прописал. М9 какой? Надо именно прям конкретно нож написать. М9 ультрафиолет, принято. Чекируем. Я волны хочу какие-нибудь. Вообще отстой. Тупо отстой. Не, ну по цене нормально, кстати говоря. По цене жить можно. И я думал, он по цене будет прям вообще беда, но по цене более или менее нормально. Так, я звук убавлю, чтобы не пропустить начало второй карты. Так. Давайте десятку коффин-дэнсов откроем. И потом еще что-нибудь выберем. Го, еще один. Не хватает на еще один. Он 15 кусков. Если сейчас денег нафармим, еще один вскроем. Кстати, очень хорошее открытие получилось. За счет чего? Что тут такое дорогое? Морозный барре 200. 600, 600. Это 3. Тут 5. Ладно, хуй с ним. Я доволен. Неплохо сегодня едет, кстати говоря. Очень многие кейсы окупаются. Давайте 3 BRD геймера, 3 Chevy 2K. Можешь подарить нож? Разыгрываю для вас вот калашек в группе ВКонтакте. Сегодня после матча Liquid Fnatic будут итоги. Хорошо. Хорошо. Так. Еще одна угадайка у нас получается. Прям хорошо сегодня заезжает. Нож хороший какой-то выпадет, я однозначно забираю. Типа, нужно только, чтобы хороший нож выпал. Так. Давайте также плюсик, не будем мудрить. Зачем нам спирит, когда нам опять хватает на поножовщину? Мы сегодня уже открывали, выпало не очень. Но, как говорится, первый раз не очень, второй раз не очень, на третий раз, может быть, будет очень, как говорится, боженька там троицу любит, вот это вот все, да? Может быть, чего и заедет, есть такая вероятность? Есть такая вероятность, почему нет? Я хочу либо что-нибудь мраморный градиент, либо что-нибудь волны. Может быть, обычный градиент. Зуб тигра еще тоже подойдет. Я не хочу кровавые паутины, ультрафиолеты, не хочу гамма-доплер, вот этот вот. Ну, с лезвием крюком. Тычки тоже вообще никакие не хочу. Хочется либо чего-нибудь зуб тигра, либо градиент мраморный градиент, но не тычки. Либо волны, либо мраморный градиент. Вот чего-то такого хочется на самом деле. Ладно, гадает у нас мистер Дота Турин. Дота Турин, жги. У тебя губа упала, ну ясен хуй, ебать. Бабочка градиент, нихуя ты зарядил. Ты видел, сколько она стоит, ебать? Где она вообще? А, блядь, 1080, наверное. Она даже не продается. Ладно, пробуем. Пробуем, почему нет? Бабочка градиент, жестко заряжена. Ёб твою мать, блядь. Ладно, пусть будет. Типа, его даже продавать смысла нет. Как мне кажется. Возьму себе Азимов. Азимов норм тема. Дамбаза. Ну давай Дамбаза. Сейчас Азимов забираем. Идем Дамбазу скрывать. Дамбаз, 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 Дамбаз. Что-то я его потерял. А тот не выводится. У нас пока не начали. Значит, у нас где-то через пару минут начнут.
Тот не вывелся. Предложил обменять на что-то. Я выбрал эмочку Азиму. Там, ребят, кстати, модератор скидывает мой основной канал, можете подписываться. Я там играю в Counter-Strike, провожу розыгрыши, болтаю с вами, играю с вами. В общем, там проходят обычные стримы, здесь мы только комментируем и смотрим матч. Если у кого-то есть желание. Ссылочка периодически появляется в чатике. Ну или можете просто на группу ВК подписываться, там всегда есть уведомления. В названии написано, на кого я ставил. И у меня, к сожалению, не зашло. Так, что там? Потихонечку переходит к Дасту второму. Я думаю, мы услышим, как они к пистолетке сместятся. Ладно, ждем эмочку. Тоже неплохо. Ты, кстати, в рекомендациях. Это приятно. Я поставил на 2.0 ликвид. Походу заходит. Мне 30. Я старый, но молодо выгляжу. Давайте рассылочку сделаем. Спасибочки, приятно. Как я уже сказал, можете подписываться на основной канал, там мы ежедневно. Здесь я появляюсь, ну, чисто когда что-то комментируем. Подписывайтесь на основной канал, там весь основной движ происходит. Так, что там вообще сегодня по ютубу? Так, ну я у себя на главной, это хорошо. Лайков, конечно, сегодня нету особо. Но то и не основной канал. Теги работают. Стримам по КСу, да, мы в топе. Аж на 3-м месте, что неплохенько получается. Не стоит, ебал рот. Мы же смотрим матч. Типа, если бы мы хотели, мы бы тоже смотрели на... Не помню, как этот сайт называется. Какой-то бейтерский. Мы бы там тоже просто смотрели, кто выигрывает, и все. Но мы именно матч смотрим. Ну что, пора начинать, ребят. Эх, старый состав Virtus.pro со Снаксиком. Раньше как-то это интереснее смотрелось. Да, уже много где счет пошел. Есть же букмекерки, где на 2 раунда вперед. Примерно. То есть, когда мы будем смотреть пистолетку, там уже будет понятно, кто 3-0 или там 2-1 идет. Чё не спишь, ты спать шла? А? Чего? А спать кто будет? Шо, охуел, жена? Давай спать. Раньше реально как-то круче смотрелось. Сейчас как-то по-другому. То ли уровень игры стал выше, то ли чё. Непонятно. Так, ну 30 секунд у нас. Не ори на жену. А чё она спать не идет? Собиралась спать, сама белье гладит.
Енот потихонечку собирает инвентарь, свою мечту. Докупает стат-трек пушки. Мои поздравления, Енот. Ты потихонечку к ней близишься. Ну, это понятно. Хик сейчас в Валоранте. Коли с Вакбаном. Тас на пенсии. Снакс, кстати, в КСе, но ничего не показывает. Кого нам там еще показывали? Чьи хайлайты? Не помню уже. Да, с 2 переносимся. Защищаются ребята из Fnatic, нападают ребята из Team Liquid. 5 в 5. Раскидочка на фоле на нафе. Киты на Алексе, плюс 2 флешки. Расстановочка дефолтная, 3-2. А от Liquid пока что пахнет каким-то сплитом Б. Больше. Кримс. Живет. Попадает по одному, но дальше размен. Выходит Алекс, забирает всего одного, киты выпадают. Бролан неплохо развернулся. 2 в 2. Мези находит Нафа. И пачка у ребят из Fnatic. Ну, Гриму будет непросто. 34 хп. Ну и пистолеточка за Фнатиками. Бицепс по-прежнему в КСе, просто он только стримит и все. Шрауд, да, понятное дело. Шангарас в Валоранте. Насинг, не помню. Ждем зеркалку, все может быть. Если зеркалка, то дальше будет Мираж. Мираж уже интересно. У Fnatic не самый плохой Мираж. Алекс, кстати, наверное, один из немногих, кто играет с Юмпиком. Бицепс команду собрал, я просто не в курсах. Какую-то польскую, молодую. Чек трейд потом. Обязательно релакс. Спасибо тем, кто болеет за мои деньги. Приятно. Так. Я, наверное, пока отменю трейд релакс, чтобы оно не пикало. То оно будет пиликать. После карты кинешь его еще раз. Я чекну инвент. На Fnatic 3 с небольшим. А, да-да-да, я звук забыл. Забыл. Извиняюсь. Заливал на Fnatic 3 с небольшим в самом начале, до того, как Fnatic отлетели в самый салат на нюке. Так, ну что, важный раунд от Team Liquid, пошли калаши. What have they cooked up? They're just going to go for a bit of a default here. 2 over towards the lower tunnels. Naf taking this early long spawn, but flashed off the angle, has to concede it. Да, 3 с небольшим. And so right now, you know, it's a pretty standard start here from Liquid. You're trying to take tunnels, you're trying to hold this control. Очень тяжелый раунд будет для Фнатиков. Тяжело с такими девайсами на Дасте втором. And now they'll probably poise themselves. It's not uncommon to see Grim just hold on to these upper tunnels while the rest of the guys go back and work mid and cat. And then with Nafly holding on to long,
it gives you a lot of options here, right? You've got catwalk. You can use that to accelerate the pace. Вчера 2-0 от Fnatic лил. А, от Виталик. И оно не зашло, да. Чё, кончаются гранаты. У нас у ребят из Fnatic еще целая минута времени для ребят из Team Liquid. И сейчас будет очень сложно. Номер 4, Джакини играет на рампе. Яма у него под контролем от номера 3. Ну, сейчас от этого скаута будет все зависеть, собственно говоря. Чисто от скаута. Если скаут будет попадать, будет какой-то толк, возможно. Попадание есть, но толку от этого пока мало. Есть второе попадание от Джакини. Есть еще попадание от Джакини. Забирает Грима. Сью 6 хп. Нафи единственный целый. Джакини еще попадает. И Мези добирает Нафа. Жестко. Как стать модератором? Здесь модераторы с основного канала. Это мои постоянные зрители и те, кто реально готов работать в чатике. Ну, еще есть Алексей, он просто как бы с ключом уже года 3, 4, 5. Да, Liquid в 0 переехали Fnatic на первый. На второй, как мы видим, ситуация другая. Писька 20 сантиметров, почему-то еще не в Бразерс. Была бы у меня писька 20 сантиметров, я бы давно в Бразерс был. This is a really nice start for Fnatic, and already this should put us on a path to a far more competitive game. Absolutely. Yeah, you know, with an orb there, if you're Liquid, you're probably not. Ну, я не все матчи смотрю. Я часть матчей смотрю. You run back to long and play retake, but because Alex has already gotten up from CT to ramp, you know, Jaquinho is able to not only keep re-peaking, but knows his tags are going to get finished off, and I like that. Так, ну что, начинается раскидочка и сплит Б. Очень опасная позиция у Кримза получается. Либо сейчас всех застелит, либо никого. И откидывается смог. Очень вовремя. Кримс, отличная позиция. Но забирает всего двоих. Мог больше. Бролан стелит двоих. Последний Грим с калашом. Уходит назад в мидл. Может кого-то найти. Нет, Мези перевелся. Не, Алексей точно милый няш, но добрый это не факт. Kind of finding out the hard way. Nice deep smoke there from Crims. Him and Brolin playing B together as well, right? The oldest standing duo left on. Так, ну что, смотрим пятый раунд. 5 калашей от Team Liquid без авика. 3 АК-47, аук и снайперская винтовка в руках Fnatic. Занятый лонг от Грима. Грима выкуривают, он тушится. Пробивают его напополам, Алекс не пошло по спрею вообще. Джакини не знает, куда идти. Не попадает. Не попадает дважды. Так, ну это развал от Team Liquid в этом раунде. И Крим с Броланом должны сейвить свои девайсы. Ну, зайдет, не зайдет, это всегда очень большой вопрос. Пока что 4-1. Очень неудачно Алекс открылся, Джакини дважды не попал. Типа, может быть, если бы Джакини дважды попадал, может быть, раунд бы и по-другому сложился. Джакини где-то в Швеции нашли, он даже, по-моему, нигде не играл, не светился. По-моему, это даже не FPL игрок, если я правильно помню. Просто где-то откопали молоденького, неплохо стреляющих. Нет, Серег, я лил на Fnatic. Ну тут от Алекса прям очень неудачно.
Nice Так, round пошел for раздроп. Liquid get on the board. АК-47, Earlier than Fnatic МК, did in that УК, first map. It снайперская was винтовка и 6-0 еще один АК-47, я так понимаю. Да. streak. При этом Liquid Бролан еще и are in Дигл a зачем-то full докупил. story off as well. 0-5, Непонятно зачем, хотя but можно this было guy was a оставить денег. beast, right? Do not take your eyes off him. Он играет как Leishman Солик, taking the top of the согласен, shot. как и Фоллан на He этой was карте, 6-0 тоже on 0.05 opening идет. duels. He won 2 clutches. That's double all of Fnatic combined. Ну вот как-то так вот его взяли. Я типа без понятия, откуда он появился. Реально не в курсе. Fallen really had a great game on Nuke. So Dust for an AWPer should be a paradise. Просто Джакини так нервничает, будто ему не 25, будто ему все 18. Он прям теряется. Жестко теряется. Так, Стюи пробит напополам, Элайш 76% здоровья, Fnatic все целые. Кримс на очень опасном угле, конечно, чекает, учитывая, что за ящиком есть игрок под номером 8, это у нас Грим, и Грим может Кримза за это жестко наказать, если удачно пикнет. 40 секунд, это выход от Team Liquid по шарту. Опять же, сейчас все будет зависеть от Джакини с Авиком. Будет ли он попадать? Пошла раскидка. Неплохой выход от Алекса. Джакини все-таки попадает по одному, дальше мажет. Фоллан 1 в 3. Фоллан 1 в 2. Нет, нонскоп не заходит, это 5-1 для Fnatic, но у Team Liquid останутся деньги на бай за счет установленной пачки. Liquid baited Fnatic into that double mid setup. They peeled a B player down the ramp. They peeled Alex off of A, and very quick reaction to realize, wait, no, it's just a fake. Джека менять на смую. Не знаю, мне кажется, лучше уж поискать что-то молоденькое, если уж полностью меняешь состав. Смуя нигде не приживается, поэтому Смуя всегда странный выбор. Hoped he wouldn't get in his head after the amount of like 99 damage fights he would find. У Монуса, наверное, проблема с английским, скорее всего. Саня, я коронавирусный, мои поздравления, Фафик. Главное не сдохнуть. Хоть основной канал, а модератор в чат скидывает. Он у Анастасии спроси, она скинет. Так, полетели ребятки вперед. О, неплохое попадание от Нафа на самом деле по двоим. Так-то не самый простой шот с калаша. Стюи Тукей не попадает, но Элайш дорабатывает. Откидывается смог, откидываются флешки. И Fnatic перетягиваются. Ой, Fnatic, Team Liquid перетягиваются. Третьер Fnatic, да, похож на Олафа плюс. You know, if you're Chiquinho and Messi here, you're hoping that you can just get even a kill to poise yourself for a retake, right? If you can find the long lurk, if you can deal with one of these short players, 4-5 будет сложно, опять же, если Джакини будет хорошо попадать, тогда шансы, может быть, какие-то есть. Но Джакини пока не попадает. Ну, то есть попадает, но не так, чтобы прям хорошо. And so right now, we need even trades at a bare minimum out of these Fnatic boys over on A. Мези пора уходить. Мези очень плохая позиция. There's the first, but he can't follow up. Not the end of the world yet. Chiquinho could still make this a doable round. The Molly, Team Liquid run right through. Алекс забирает мидл.
Джакини мимо. But instead he's out on an island at long. Oh, the penny dropped too late there. His team killed Naf running back from long in middle, and it seemed like Jaquinho didn't realize for a few seconds it was clear, and in that time заливная Джакини. Played pit, played corner, gone for the retake round instead. He's out in the open, and Да, вопрос в какой форме Heroic сейчас очень большой. На фоне слухов о том, что у них будет дисбанд. Ну, Фоллен легко перестреливает Алекса, и Кримс просто сейвит снайперскую винтовку. 1300, 300, 2200, 2500, очень плохие деньги у Fnatic. Да его не смотрит Файфик, я бы играл в Valorant, он мне нравится. Третий Мираж. Man, that is a bit of a crying shame, you know. I think you're dead on about the whole realization for Jaquinho just coming in a second too late. Like, that would have been such a different round if he was able to get poised at long and set up for the 3-on-3 retake. Or even just watching the A site, you know, exactly, like take one down with you, Once he's out in the open like that, he's in a spot where if he doesn't win his fight, Кримс не попадает, Бролан просаживается до половины. Кримс попал по Сью, и неплохо. Ой, Элайдж жесткую плюшку по Бролану вешает. Попадают по Элайджу. Но это сейф снайперской винтовки и калаша, наверное. Максим, а нахуй ты туда позвонил, спрашивается? Knows what's up, but it's all a bit of a bait for Mezzi coming in through spawn. It will take time though. Liquid have no interest in losing this round. It would be quite the calamity. Oh, Jaquinho close, but not quite. Джакиньо, как всегда. Так, ну и все, унести калаш, унести снайперскую винтовку и нормально. Уже неплохо, хороший бай получится. Как раз Бролану дроп нужен. Yeah, but Fnatic weren't meant to win this one, and they know it, right? Even though you had that promising opener. Экспрессо с кэфом 6 всегда приятно. It was always wishful thinking that the solo AWP would be enough to find you another round. Он нашел попку Кримс как четко. So instead, they've been homed in on getting the rifles out. I think you do occasionally, you know, see some of these teething issues, we'll call them, for Fnatic, especially over towards the A-bomb site where you got the Brits playing alongside Jaquinho. It's one way to lob an Xbox smoke on the fly. Just throw it off the wall. Liege, oh, he's inside of the smokes. They hear the spam, wants a flash fade, but there's another one popping in. Как неудачно от Мези по стрельбе изначально. And Alex decides to give it all up. Джакини опять мажет. He almost did, but now he's in hot water, hot fire, no armor, no smoke, no chance. Liege also found Alex swinging to try and save his life. Какие же проблемы на Джакинью, просто пиздец. Какие-то элементарные шоты не попадают вообще. Up into the air for a moment, but if they try and retake off catwalk, Stewie is here to win everything. Yeah, Stewie's on a real grimy angle, mate, holding off these rotations. Все-таки забирает Бролана, Кримс сейвит снайперскую винтовку. Ладно, АК-47. У него есть киты, он знает, что один в респе. Это просто, да, просто позиция в шорте и все. Да, Солик В2. Типа уже 2-3 раунда, которые он мог забрать. Он просто не попадает. Его ставил на Fnatic. Instead, it's long. Crims will save. And look, Stewie's hunting tunnels right now. He's checking the expected places for Crims to get out. So, orb yoinked and round taken by Liquid. Again, these long to cat splits, they are the way in for Liquid. They are what have been working. They tried the long take, they tried the cat take, throw it together, bake in the oven for 30 minutes. Не, ну пятерочку уже, конечно, наплывом Fnatic взяли, но этого маловато.
Типа, хорошо бы 7-8, там 9-6, что-нибудь такое. I don't know, man. I almost get like this feeling that Jaquinho's really trying to listen and hang off of Alex's every word. I may be reading into it too much there, but it just feels a little bit like, even in that round where he's constantly pulled between like short and long and doesn't seem to pick one, there he's like waiting in the Кримс уже даже Джакиню Авик просто не отдает. Ликвид заберет, но пока пахнет этим. Да, слыхал, что Cold Complexity. I mean, you see the B hold is Brolin and Crims, right? The one time you went B, they both multi-killed. Exactly, right? And if anyone's going to have that synergy, if anyone's going to have that already down pat, it's going to be those никуда не two, отдадут right? So уже. I think you are more keen Слишком to try and ценный. exploit the less experienced stack. Oh, lovely. Фоллан изи перестреливает Кримза. Джакиню просто бежит, спасается в ужасе. Джакиню явно не уверен на этом дасте. И Фоллан его просто догоняет и убивает. Grim gets Brolin out of that B-bomb site. Also, Naf is orging. Loves an org on the CT side. But he's here on the attack as well. Grim tapping out Mezzi, and it's a nice, clean, confidence-boosting round out of Liquid, drawing the score back to 5-5. Anyone's game now. This is a 4-0 lead for Fnatic, no longer. Джакиню смотреть не особо приятно, прямо говоря. То есть у чела прям вообще беда. Просто на Liquid ставочку. Да это нормально. Я в душе-то болею за Fnatic, как ни крути, а тут я просто смотрю матчи, комментирую. Taking that orb down into the lower tunnels. Jaquinho glass cannon on the other side. Джакиню странный выбор тут с иглы. Лайт жестко. Оп, Стюи забирает Алекса. Кримс, конечно, разменивается в Грима. Но что от этого толку? Джакиню опять мажет. It's very grimy, isn't it? Да, Джакиню прям летит куда-то. Because it's just gross. Like, he's been here since the start of the round. He's here at the end of the round trying to deny saves. And he just might get his way. How long does he hold it? Oh, yeah. CS logic, it does dictate that the moment you look away from an angle, that's when they peak it. That's fine, though. You're not worried. The only sad thing is you lose the org, but Liquid are now up in the lead. Fallen's dancing. Fallen's having a great time. And Stewie's there with the bomb while fist bumping. Nice. Well, you know, team spirit is what matters at the end of the day. I don't mean the CIS squad. I mean the spirit of the team. Yeah, thank you. Got there in the end. Yeah, we bring in like the... It's like the dab, but with more layers. It's pretty Не, Фоллан, конечно, хорошо заряжает. You know, you got the twirl to build up into it. Fallen's always innovating on the Да не classic. знаю, много снайперов играет. И в ППЛ есть, и на скамейке запасных, и тир-2 снайперы есть. Выбор всегда есть, как говорится. Алекс находит Фоллана. Бролан находит Элайджа. Джакиню забирает Нафа. Посыпался раунд у Team Liquid. Правда, денег у них все равно вагон. Так что для них это не самое критичное. Да даже тот же Кеннис будет лучше, да, хоть он и нестабильный, дико. Back to the A site. That's what he's done. You know, Elite also turned from Stewie's flash, and in doing so, double took Ванхель купит мне гараж, спасибо. Nice setup in mid for Fnatic, and right now they're flanking
the play for Liquid. They've got all the info. Barrel spotted, Grim, a dead man, Stewie 2. You've got to hold the shot till you've got both. And there they come through at the same time. Fnatic bite back with a 5 alive round. That's got to feel good. Так, ну что, два калаша. Liquid. Два калаша, две снайперские винтовки и эмочка у нас у Fnatic остается. Посмотрим, что будет из этого всего. Сколько у тебя в городе стоит гараж? Хороший, 1200. Хуёвый, 1060, наверное. Fnatic, that is a big round though to keep you in this CT side. Anyone could take the half at this point. Smoke so good they're out the map. Yeah, right. This is the same play, but так, ну что, быстрый раунд от Team Liquid. И они выходят очень удачно. Джакини наконец-то кого-то наубивал. Отмечу я. С испугу, видимо. Фоллен, Изи находит Кримза. Так, ну это что, дабл АВП сетап. Brolin, he knows, and Fallen's got no idea. Blindsided by the car player. Нав забирает первого. И забирает второго. 6-7. Это 2. 4. Или 2 в 3. 2 в 3. And the timing just wasn't there for the side peek either. There wasn't really an angle afforded to Mezzy. Oh, that's so awful. Жестко. So awkward for Brolin. You know, I guess he's thinking Naf is still holding the bomb site. That's what he should be doing. There's a player right there that Naf's seen, and so Brolin just goes in for the swing. His teammates a little bit late. That's what like us, baby. Look at the fast pace right. Так, ну что, последние деньги у нас у Fnatic. А у Liquid тем временем деньги останутся. Джакини наконец-то находит энтри. Great call. But now Fnatic are ready for that kind of thing if it were to happen again, right? And they've started this round in a 5-on-4. Yeah, Chiquillo certainly had some opening picks in middle. This position has been a nice change up for him. He's taken down Grim from ну что, если сейчас этот Fnatic отдают, дальше это будет 9-6 за Liquid. Но если берут, то это, скорее всего, 8-7 какой-нибудь. Ну, точнее, логично, что это будет 8-7. Вопрос только в чью пользу. Cut the contract, go back. Alex in mid, catches Stewie. The bomb goes flying in. Fallen had to hit. Ну что ж, размен 1 в 1, откисает Кримс. Это 3 в 2 по-прежнему для ребят из Fnatic. Нав чекал Мези, но Мези его перестрелял. Фоллен не понял, что он прошел. Но это и не супер важно. Фоллен надо как-то крутиться, он с пачкой. У него 30 секунд времени. Elsewhere. Here he is. Up through the double doors. Скоро в комплексе будет Колдзера играть. Brolin wasn't ready for the close angle. This is competitive. This is the game that we wanted. Yeah. It just feels like it's a map delayed, and it's fine. This is perfect. Yeah. We can still get an exciting 3-map out of this one. Who knows? Absolutely, it's anyone's at this point. But Liquid, really good T side. You got так, ну чё? 7-7. По крайней мере, это не нюк. Это ботиние, так получается? Хотя по статье Fallen 7-10, Джакини 9-6. Но у Fallen как-то все красивше и лучше выглядит, чем у Джакини. In case for a pace change of Liquid. They're even going to flash. We've not seen much aggro move from Fnatic apart from long takes, you know, pushing top mid in these 5-on-2s. And so this is a nice way to catch Liquid off guard. No one's on Xbox right now. No one knows. And with the bomb outside of B, Liquid will eventually be going there. Ну чё, Кримзу очень сложно соло на Б сидеть, конечно. Очень сложно. But Liquid re-smoke middle and try and trap Crimson B. Yeah, Alex has gone through this once before, but this time he's team flashed, and so Fallen is ready for it. Ну и Кримза закрывают изи, конечно. 8-7, окей. За Fnatic, ой, за Liquid.
nigga rain on Try him. and draw your attention away for Naf to get value out of this position, and he's seen the wraparound from. Спасибо за поддержку, братишка. И тебе приятного просмотра. You're hoping these double orbs can thin the retake out before it arrives, and that's exactly what Stewie was hoping to do with that shot there. But they're not connecting. He's down to a Galil. Спасибо за поддержку. Ку-ку. Fnatic with utility still to play with, start to lob it all up and over. Smoking falling off back in the tunnel, but he's not even needed because Stewie and Grim have got the. Ну что ж, 8-7 у нас первая половина. Плотненько. Не самая плохая половина для Fnatic, но начиналось все куда лучше. Напомню, что для вас проходит розыгрыш АК-47 Коломаги с простыми условиями. Можете принимать участие. Здорово-здорово, молочек. Ну, шансы пока остаются. Going against Fnatic, I think it's going to be a good game. I don't think there is anyone who is super favorite. Just like Keith mentioned, they just changed 2 players, and Liquid did the same not too long ago. I think we're a little bit longer in the process, and we know the burden that comes with it. A lot of things that have to be said, a lot of experience you have to go through to put everyone on the same page. So they will have this. Не, если проиграют, решафлов не будет. Наоборот, это для них уже показатель, проход куда-то. Тут нету, Александр. Только на основном канале можно стать спонсором. Patience game coming. I can spot them coming out of street door as well. He's here. He sees them down there. Straight headshot. They have no idea. Smith's looking confused and dazed, and there's going to be a follow-up headshot on the Meister. You've got to be kidding me. Takes down Hiroshima as well. Try and get the flank off. He's going to have 2 right there. Can they line up for him? What is he doing? Why did he hesitate so much? Doesn't matter. Has the CZ. Gets one. Gets taken down. We'll see you back here in 1 month. It's going to be awesome to see you. Shroud has let them all pass. 1, 2, oh! Back in its heyday, there was literally no reason to save. It's fucking $300. I'll tell you what. What? Yes. Lots of people voting for Overpass. It wasn't Infermo. Should have gone for number 4. Fuck. Elevator. He's on ramp. He's got a lightsaber. Oh my goodness, he's a dead Jedi. Get off his hand here though. Forrest down the pitch, gonna pick it up. Michael Ellis follow. The bomb is dropped. He picks up the double kill. Turns around. О, кстати, Майкелели тоже давно нету. Далее у нас так получается. Did Emilio just get backbanned? What? What? Chicken in the lobby here. Really wants to play. He has a good rank as well. You can see that he has the level to play in the semi-final, you know? I'm leaving mid. Boots here, Boots, come on. I'm blind. Out there. Blind. We're not mid. Ну а чё, квадрокилл, почему бы не покушать? It's the matchup we promised you, only an hour delayed. Liquid and Fnatic is finally heating up. We've got a close half, one that's split right down the middle. Dust 2 feels like it's anyone's for the taking. It's a bit of a late game resurgence out of team. Не, ну Алексей, тоже проебывать неприятно. 5-1 down, only to then continue to win out the half at a bare minimum. Now moving into their CT side. Team Liquid fired up. Fnatic, all eyes on them. Yeah, going all B as well. We've got Crims trying to fake it out, but with a cat player with 2, in fact, you're going to realize very quickly this is nothing but a ruse. However, Naf's going to need to hit some bangers in order to stop this B play. Stewie's trying to get involved early. Ой, жестко от Stewie. It goes tumbling into Jakino's hands. He can't Взрывают just commit to Нафа. get the flank, go into the bomb site. Oh, Stewie tries to Броланд commit, закрывает Bottom will Stewie. punish that, and the rest of the Вот это Liquid side перестрелочка. broke the tunnel. Хорошая Everyone's хаешка. here to fight.
казалось, хороший. Но это пистолетка для Fnatic визуально. Ой, неплохо от грима. Но Джакини закрывает сайда. Fnatic живут. Так получается. The response was really good, right? They understood that Team Liquid were trying to apply that pressure, were trying to come in on these fast flanks through the tunnels, and so Fnatic stay grouped throughout. Every fight they take is a little, you know, three-man unit fighting against the one player on Гамбит Виталити во сколько? Это первый матч, по-моему, завтра. Меня не будет на Гамбит Виталити. Я завтра суд и спортзал. Ой, жестко от Элай. Maybe make it 3, but he's going to get tagged and cut his losses, get out with his life. Jakino, the tag god, has lit 2 up on the cross. Fallen and Stewie's Да, меня не будет. Не, он первый. This is a weird round for Fnatic. They may have the rifles. А, не, второй. Тогда может быть буду, да. Тогда должен быть. Trying to recuperate lost ground. Messi taking the AK out on its own. The danger of that is if you lose it, you arm Liquid even further. So he won't commit just yet. Yeah, I'm really concerned with. Ну, главное не проиграть такой Элайджу. And now he's playing around some gimpy little one-way. I don't know. I'm concerned. I'm scared. I think Elige is feeling it. I think he's switched on. Oh my God, that was close. Oh, but he isn't ready for the walk up out of Brolin. Blindsides the site player. Now looking for this scout that's playing around this short smoke. Все красные. And both these players are low from earlier fights. Messi and Jakino with a scout and an AK between them. That molly forces the fight out of Nap, but he manages to get away. And Grim beats Jakino in his own game. The scout heads ahead. 20 секунд у Мези. A 1-on-3. They fight him together. He can't. И это форсбай для Liquid. Team Liquid with the force buy make it happen and immediately tie this game up again. Oh, the Naf, he's the anti-moth man right there. He gets mollied out. He's pre-firing though. Messi's scared about holding the angle. He doesn't want to get just pre-fired, de-tapped online peak, and so Naf is given a bit of room. Да, первый дженнип я уже посмотрел. He runs away with it. Nice shots out of Grim as well. Of course, Elige to open, and Liquid will close that force. Fnatic, that was a lot of guns as well. They had Galils, they had AKs, and some of which have been handed over to the Liquid players. Elige now with an AK in round 3 of the half. Ooh, lordy. It's about to get scary. Oh, and yeah, I mean, you know, Fallen landing a tag only makes you more worried for Fnatic. Whittling these boys down. Elige will get caught on short with nades out. It's a lot of return damage going the other way, and the silence is broken by now. Stewie's even pushing the lower tunnels, and yeah, he's traded after one, but... Так, ну что, денег нет у нас у Fnatic. Это получается 11-8 за Team Liquid. Элайдж разошелся во второй половине. He's been good at getting tags off, but now he needs kills. Yeah, Elige isn't giving him the time of day either. Wants that AK, wants to keep it going, wants to keep it clean. Flank is in for Grim and jumps. Не, ну, Султан, ты можешь пойти на официальный, как бы, канал и там смотреть. First and foremost, they find a force and they stop Fnatic's in its tracks. Also, you want to talk numbers? Well, Brolin's Типа, в чем проблема? That's a good sign. Это вторая карта. Первую забрали Liquid. But not really a lot of opportunities towards B for Brolin, right? We did see Liquid, the majority of their rounds were these quick A splits. What the Fnatic have in store? 5 глоков. Сейчас Liquid укрепят свою экономику. Liquid get a freebie. Shot enough times on D2. They're redeeming Легко для Грима. ticket to ride, and Почти без попаданий по нему. Пачка выходит под Б, но здесь закрыто. Нет. Нет, конечно, было бы чудо для Алекса поставить пачку, но нет. 11-8, и наконец-то оружейные раунды начинаются.
Не, ну пока что пахнет тем, что Liquid заберут, но оружеек от Fnatic мы еще не видели. Сейчас вот будет первое. Так, ну что, нормальное количество гранат, 5 АК-47. Посмотрим, как это будет разыгрываться, куда. Фоллон пойдет пикать нижнюю. Нет, не пойдет пикать нижнюю. He's going to try and get stuck in with the orb early. Flashed off of middle. He will concede and give up this ground. Здорово, кто подтягивается. Drop down spot now. Just going through the motions is Fallen. Oh no. Flashing a mid and Grim has to spray there. That gives up his position. He's in this close cubby. Trying to keep him guessing. They're going to assemble the boost over the top. Алекс был готов. Алекс забирает двоих. Пахнет девяточкой для Fnatic. Но Фоллон не согласен. И Стюи тоже может быть не согласен на самом деле. Так, ну что, 4 в 3, Fnatic. Давайте, не откисайте. У вас еще есть шансы забирать до второй и выходить на Мираж. Да, не самые хорошие, но тем не менее. But if anything, Team Liquid have done the opposite. As mentioned, they did this in the first half. They're not about Сегодня это последнее. Yeah, I think Fnatic realized they were still walking into the stack right after Fallen got that mid kill. They go, okay, that's the A player rotating, and we know we haven't killed the B site, man. We just got a double in middle. It's just a floaty round for Liquid. So так, even ну though they avoid the что, stack, now they don't. Fallen's here. не мисс-тайминг для Fallen, это уже 3 в 3. И как его проходить пока до конца непонятно. Ну да, сценария походу нету, потому что Fallen забирает уже второго. Алекс скрывает. Нав закрывает Джакинью. Алекс, конечно, закрывает, но нету времени. Забирает снайперскую винтовку и уходит. Гамбит завтра в 20:30 по МСК, можете подтягиваться, мы тут будем. Вроде так неплохо начинали. Но в итоге легко для Фоллена. Уже Алекс на снайперской винтовке, у Джакини вообще не идет, ему не доверяют. Джакини прям поплывший. Да 3 с небольшим лил на Fnatic. Но, увы, не зашло, не повезло, не фартануло. Constantly waning results, but since joining this Liquid squad, I think it's fair to say he's looked better than ever, at least in recent memory. Yes, and like, you know, insane rifling. We always talked about how, you know, the start of his tenure in Liquid, he was just the clutch headshot king with the AKs. It wasn't even just the AWPing that was impressive, but he's still hitting the old school flicks. He's still calling Liquid on this T side, and the results are speaking for themselves. Liquid 4 rounds away from locking in a quarterfinals appearance against Heroic. I mean, the Trend's even said in interviews, right, they give Fallen a lot of room to do whatever he wants. And I think the fact that you're willing to poise around Fallen, the fact that you're willing to put that faith in him as this guy to, you know, call his own shots, as it were, it is really telling how much faith they have in this guy. So here's the B play. Stewie 2K does have support from Naf, but it's going to take a moment to get there. Мейзи неплохо вскрывает Стюи. Мейзи вскрывает еще и Нафа. This little eco around the AWP, and just like that, the round is won. Mezzi has just carried Fnatic. Я писал хату на Fnatic. Хата проебана. Ну или почти проебана. Так, ну сейф от Liquid, у них тоже денег нету. С кого то бишь на этом турнире, наверное, не за Гамбит. Ну типа я не против, если Гамбит куда-то далеко пройдут. Но, наверное, не за них. Наверное, за нави будут топить. Правда, вопрос, в какой они форме. Остается вопрос. Да-да. Алло. Здорово. А я на втором.
an eco win. Allegius Deegs, eat your heart out. Чего Messi's сейчас? back on the scene. Да. Yeah, I mean that is just lovely, and this is the very much the Messi Давай, effect, right? я He тебя can напишу, be the как guy закончу. to win you rounds single-handedly. And admittedly, you know, we haven't had to see too much of Я that на here БО3 on ставил. Dust. We didn't really get to see much of Nuke either. He was the only guy winning rounds on Yeah, Nuke, it felt exactly. like. Но для меня Every что round карты, the что Fnatic БО3 had одно и Messi то же. multi-killing. So, you know, they needed that, and now it's showing up in a big way with their backs up against the wall. Так, ну что, самое сложное сейчас будет пройти Фоллена. Если пойдут, конечно. Потому что не факт, что Джакини его вскроет. Прям от слова совсем не факт. Фоллен очень закрытенько стоит, аккуратно. So, yeah, there's a lot of good things there for Fallen. Right now, he's got to show his flair, though, his individual, his flicks potentially, smoke cross, and Fallen mollied out of the bomb site. His teammates dropping smokes to give him a bit of room, and he's got Так, ну что, будет пачка для Fnatic. Бролом закрывает перетяжку. Grim up on catwalk. They're still going to try and find him on this late lurk. Grim's been tagged by an AWP. Фоллен не попадает в простой ситуации. Так, ну это сейф от всей команды Team Liquid. Or maybe you realize, okay, this bomb's not down. Have they left it in spawn? Or it's still not down? Really taking Да, its time. после Fnatic Team Liquid в итоге на калаш. And now Liquid are definitely committed. Look at the damage again, right? Orb tags, dinks, spam, shots. None of them matter. И нот хорошо, плюс деньги всегда хорошо. Как мне до комментатора замутить? Пойти на основной канал и смотреть там. You know, considering you still feel the lead, you might be tempted to do so, but you're not going to get to reap any kind of reward on the back. Других вариантов не существует. Breaking Fnatic's money on the back of a victory. You might just sit this next round out and look to establish yourself as 10-12, Fnatic бултыхаются, дрыгаются. И может быть это к чему-то приведет, потому что экономика уже укрепилась. Чего не сказать о Team Liquid, которые 2 раунда к ряду сейвят. И сейчас уже даже раздропаться нечем. You know, honestly, having like the 3 weapons could be enough in and of itself, especially if you're able to get someone. Как участвовать в конкурсе на калаш, переходишь в группу ВКонтакте, читаешь все условия, участвуешь. Пока тактическая пауза, все достаточно просто. Переходишь сюда, подписка на группу, на Телеграм. У меня X. Подписываешься туда-туда и на стриме ждешь итогов. Все просто. Woods. You're never quite there until it's actually over, and you can't get ahead of yourself. They will elect to go for the 4 spy. We got Famises around the saved guns. So they're still in with a chance here. Heavy long take for Liquid, but Fnatic go elsewhere to cat play. Так, ну это сплит Б вырисовывается в отсутствии девайсов у ребят из Team Liquid. Чует Кей в хорошей позиции, но не перестреливает. Фоллен неплохо выходит с Элайджем. 3 в 3. Не хотят идти к Фоллену, боятся его. У Грима хорошая позиция, флешечка от Нафа хорошая залетает. И Грим замечательно стелит 2. Очень неприятный раунд для меня. О, раз в год и палка стреляет. Один в один против Фоллена. Не чекай лонг, не чекай лонг, не чекай КТ. Чекай шорт, чекай... Зачем ты туда шел, если ты смотришь в другую сторону?
And that's something that this Team Liquid squad desperately need. Yes, absolutely. Don't want to drop these high stakes scenarios. Не, ну два выстрела, конечно, крутых, братишка, но дальше что-то ты хуйни натворил. To lock in, you know, a comeback for Fnatic to equal things up. Liquid barely scraped by on the economy. Nice shot out of Jaquinho at least. However, they mean nothing in the grand scheme as Liquid continue to keep the pressure on. 13 to 10, 3 away now. Baby steps. Jaquinho was trying to clutch that with Fallen's AWP as well, but it's like, you know, Thor's hammer, mate. Fallen finds a way to get it back in hand at the end of the day. Ну да, то есть первые два выстрела прям шедевральные, и потом опять потерялся Джакиньо. Опять же, его статистика даже лучше, чем у Фоллана, как ни странно. Но по игре он выглядит куда хуже, чем Фоллан. And so Alex, the call is really the saving grace right now for Fnatic. He's got a fast smoke over the top. Landing on the long corner, Fnatic taking it quick. Liquid have been taking long with 3 in a lot of these rounds. This one is an exception. It's early in the round 2. Фоллана на машине будет пройти непросто. Только если с первого ему в лицо дать. Только так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот эта переводка от Фоллана. Duel lost. Fallen trying to get out of dodge, and he's got Grim to help him. Все, и разваливаются Fnatic на маленькие-маленькие кусочки. Ну да, то есть, когда была первая половина, в таких ситуациях Джакиньо мазал, а Fallen попадает, и это рушит очень сильно атаку. Not so lucky as far as he's concerned, right? This info. But Team Liquid are rapidly spreading out. They're no longer focusing on long. Instead, they're hunting Кримс лиркующий вроде бы. И в итоге ничего не контролит. И они понимают, что это выход на А, и сейчас будут вчетвером просто это дело ретейкать. Но тут еще Fallen надо пройти. А Джакиньо это явно не тот, кто готов проходить Фоллана. Фоллан попал. Джакиньо выходит, тоже откисает. On the board for Team Liquid. What a beast, what a guy, dude. He even went back to Car after he found that opener, right? That looked unredeemable. He was aiming at Jaquinho and he sees someone come through the smoke on that double zoom, immediately flicks back to take out Alex walking through his. Такой счет становится потихонечку 2-0 для Liquid. Очень близко. And Liquid 2 away. A keyboard broke over on the Fnatic side. Needs a quick switch, but I'm sure they're going to be plugging that right in, Harry. And maybe a bit of a breather for Fnatic. Компотику им за счет ESL так получается. But hold off, catch your breath. Liquid are catching up. I mean, mate, think about how these last few rounds have gone for Liquid, and more specifically for Fallen, right? He wins that must-win 1v1 in a 4-sport round for Team Liquid. If you recall, they saved 3 in the run-up to that, right? They put everything on the line, forcing up around those saved guns. Fallen wins that 1v1. The next round, he gets a big multi-kill 3K in the A-bomb site to cement a 14th for Liquid and really start to put Fnatic on the back foot. Алекс дропает опять снайперскую винтовку Джакиньо. Как же в него верят? Ну, Кримс, конечно, Даст не пошел. 9-13 не его статистика для Даста. But with Fallen really finding himself, Liquid are right where they want to be. Yeah, Fnatic leaning B, they haven't gone to this site recently. It's often in 3v3, so they fake it out and double back and walk into Fallen. No matter where they go, this will be no exception. Fallen's in middle. Quick rotate available. Ой, неудачный свап от Элайджа. Мог сейчас штрафовать. Alex is trapped back in mid. He's going to group with his team for the full execute. Naf is ready to uncrouch and pounce on this push. Stewie seen it all. Naf misses. Джакиньо его контролил. Takes him out with the orb. If Stewie doesn't get a kill here, they might have to give it up. 4 on 5. Ну что, это сейф от Liquid вчетвером. Fnatic колыхаются, держатся. Так получается.
Yeah, I envision Liquid might start to pad this B site with a little bit more to give responses outside of NAF, because this is how a lot of these rounds have gone whenever Fnatic have gone B, right? They get the one fight they have to win, no trades presented, nothing else comes through, and you're left saving. But this is where the mind games kind of start in that regard, right? Ну что, шансы еще остаются маленькие на какие-нибудь допы. Денег у Fnatic будет достаточно на то, чтобы перезакупиться даже в случае проигрыша раунда. Не надо звонить, Максим Сергеевич, гол на третью. 14-11, но это хотя бы не нюк. Знаете, вот тут уже не так обидно. То, что нюк был просто, ну, ужас. Now in the playoffs when it matters. However, will it matter? Fnatic still trying to pull this one back. The mind game's beginning. Liquid don't bite. They leave NAF alone on B and they stack the A side. Ну что, 4А, 1Б. И Стью таки забирает двоих сходу. Минус ХАТУ пока что получается. Chiquinho with this AWP, he's been good at getting openings, he's been good at salvaging, you know, rounds and moments for Fnatic. And as he waits for this mid-smoke to fade, he's hoping he can find another, but never presenting itself. Stewie has taken long control, and Team Liquid have padded out this B bomb site with an extra man in Grim. И пока что непонятно, как тут куда-то пройти. Деньги, конечно, какие-то есть. Холланд мажет в простой позиции. Алекс тоже, правда, мажет. Так, ну что, ретейкать будет непросто. Джакиньо попадает. Гримс перестреливает Нафа. Грим остается последний. И несмотря на такое начало, это 14-12. Не, на самом деле лошадки выигрывают эту игру, потому что по каким-то непонятным причинам Fnatic пикнули нюк. Что непонятно. Типа, зачем был нюк, к чему был нюк? Вообще непонятно. And Crim's not only entries, but closes as well. It's got to feel good for Fnatic. You know, even though this is so back and forth, it's like a slinky, man. You never know which direction it's going to bounce. Так, просыпаются Fnatic, наконец-то какие-то пятюни. Я им посоветовал нюк пикнуть. Вот от кого хуйня идея-то была. Что, 1 АК-47 от Грима, плюс 4 юспа. Понимают Liquid, что счет очень плотный, надо делать экономически и не форсить. Лайдж мог штрафовать Кримза, повезло чисто, не штрафанул. Chiquinho is now scoped on short as well, and as a result, you are not considering that someone could have slipped the net here. Крим сбитый, но живой. Вот Грим неплохо сейчас выходит, но Бролан! Вот это тайминг, конечно, удачный получился. Стюи забирает Кримза. Ой. Так, ну и Фолланд последний в нижней темке. Бролан находит и его. 13-14, очень потно. Сейчас супер важный раунд для Liquid. You got to use them wisely, Harry. Brolin, you got to talk about his recovery story again. Like 4 kills first map, absolutely horrible performance. Ну пока халява, да. Хорошая халява, мне такая халява нравится. Even winning that long fight alone is insane. Should be a dead man with Grim walking in on the flank. Right now,
Fnatic are breathing a sigh of relief, but they can't afford to get ahead of themselves. Fast down middle, flashes out. Алекс, открытие по Элайджу и забирает его. Не, просто если Fnatic этот берут, то дальше у Team Liquid денег нету. Джакини попадает по нафлаю. Так, ну что, последний оплот с Team Liquid, это Stewie 2K, находится на бэксайде, уходит в окно, разворачивается, не попадает. Да, я немного поставил. Свою стандартную ставку 3200. Стример не так богат, чтобы лить очень много, к сожалению. Но покушать-то не всегда хватает, а чтобы лить миллиарды, увы, столько денег нет. Поэтому я такой достаточно аккуратный ставочник. Я не обладаю большими бюджетами. Волан закрывает Алекса. Four on two, and Grim just trying to keep this going, keep his sanity. Mezzi removes his face, and it's fallen looking at long alone and traded after. Выбивают все девайсы. И Грим понимает, что денег нет. Это какая-то хата из Лего. Ну как есть, братишка? Это не немцы, это английский. Просто если делаешь немцев потише, то игра становится тихо. Если кто-то еще считает, что надо потише сделать трансу, чтобы меня было лучше слышно, плюсаните в чат. Мы убавим, не вопрос. Стьюи очень агрессивно. Находит Джакинью. Стьюи очень жестко, но дальше переагрессировал. Ты похож на Славу Мэрилу, есть чуть-чуть. Флюшка и JV кикнуты из Fnatic. But you are relying on one of these pistols to go above and beyond the call of duty here. Тут можно не доп, тут можно попробовать выиграть. Теоретически. Сложно, конечно, но можно. О, опять в Камчату пришли. Все гуд, ничего не трогай, все, ничего не трогаю. Верю. Очень хороший пик мидла, но дальше не пошло. Плотненький даст. Но деньги у Liquid на бай будут. Вот, хороший пик от Стьюи, можно назад. Или вот раз, попал, все, уходи. Где Олаф? Олаф сейчас фейспан играет. Так, ну что, две снайперские винтовки, Стьюи плюс Фоллан, плюс 3 М4А4. Плотный бай от Team Liquid, и либо допы, либо мы идем смотреть Мираж, одно из двух. Потненько. Стьюи видел. Должен был видеть. Видел. It's one way to flip the script, and it scared Fnatic away from this near-empty bomb site. Even though Elite just come to pad it out, leaning middle, that still gives 3 a day for Fnatic. The bomb's coming back through mid to take catwalk. Где Сис в сингулярите? This goose player of Grim, you call him the anchor man, and he is here yet again. Naf just needs to die to sell the fake, bring one down with him, and then the round is in the palm of Grim's hands. А Скрим в Валоранте. По-моему, в Team Liquid, кстати. Ролан удачно. Но Грим забирает Алекса. Горит, но живет. 3 в 3. Но есть еще Фоллан на лонге.
Пачку отдали. Ой-ой-ой, Лайч пикает и забирает Бролана. 2 в 3. Очень тяжко будет. Фолан находит Джакинью. Ну, у Кримза 0 шансов заводить дополнительные раунды. Где Гвардиан? Сингулярити. Пятнадцать 15. Потненько. Ну, вот это лучше, чем нюк. Ну, типа, независимо, мне кажется, от того, за кого вы болеете, это намного лучше, чем нюк. Где Господаров? Не знаю, мячик пинает. Наверное. Где Пимп? В аналитике американской. Где моя мамка? Дома спит. Ну, должна спать, по крайней мере. Может, кино смотрит. Ну, скорее спит уже. Уже 11. Где Месси? А кто это? Первую карту Liquid взяли. Про где симпл? На чиле, на расслабоне. Почему JV и Флюху выгнали? Результаты никакие не показывали. Красивая карта, кстати. Вы еще спросите, где моя жена. Пока что вторая еще идет, это только допы. Кто лучше, симпл или девайс на АВП? Они разные. Симпл как игрок лучше и сильнее. Без вариантов. Но девайс хороший, полезный штатный снайпер команды. Такой неагрессивный, достаточно пассивненький. Вот. То есть именно как классический снайпер, девайс очень хорош. Где твоя теща? Далеко. Теща далеко. Кем работаешь? В прошлом юрист, сейчас стример. Зайву или симпл как АВП? Именно как АВП, наверное, Зайву. А как игрок симпл. Как серфить? Учиться долго. Сколько тебе? Лет? 30. Я кидаю жалование на твой стрим. За шо, Месси? За то, что я не знаю, где ты? Ты прям рискнул сегодня, есть такое? Я болею за Fnatic. Мне 26, я выгляжу старше. Да мне 18-то еле дают. В общем-то. Как дела? Сейчас узнаем. Если на третью карту выйдем, то хорошо. Если не выйдем, то плохо. Напоминаю, что для вас разыгрывается калашик в группе ВКонтакте. Будет после матча Liquid Fnatic, собственно говоря. Живу в городе Тольятти. Да, по лайку пацаны не особо хотят скидываться. В вопросе 500 голосов, лайков 100. Какой табак куришь? Стики для Айкоса. Для кальяна северный курю. Как думаешь, кто возьмет ESL? Верю в нави. Все, ребят, поехали. 15-15. Дабл сетап АВП от Liquid, плюс 3 эмочки, 4 АК-47, снайперская винтовка для Джакинью у Fnatic. Все, такие в блайнде, отбегает, лонг занят. Нет, лонг отпускают. But it eludes him. Oh, pick a spot, pick a side. That Molly's burning them out. It's like Grim in that final round, right? Trapped between two Molotovs with a smoke on neither.
Crims eventually gives it up. We've seen Crims move away from some of these T-side lurking. Alex has been doing it more in the later rounds, and Fnatic. Будешь на нави ставить? Думаю, да. Завтра Гамбит будем смотреть здесь же, на этом канале вечером. When Liquid leave this lacking manpower, it often falls at the first hurdle. And Alij, moving back to middle, has left Naf on his lonesome. Кидывается молик в шорт. И это будет выход на Б. Здесь один-единственный Нав под номером 9. Его вычислили. Но очень вовремя приходит прикрытие от Элайджа, но его тоже вскрывают. Это 3 в 3. Да, Мези красный, но 3 в 3. Ой, как неудачно залетает Сьюи. Нет, круто, конечно, залетел, но скоп не открыл. Yeah, that's a little ugly, but the nade is suddenly going to entice you back in. Now, bear in mind, Mezi was the guy tagged up by the rotation in the double doors. He's very, very low. Допа у нас 16-тысячный, так что защита сейвить не будет. Оп, Грим скрывает Мези. Кримс! Мистайминг! Not looking up at the window, and he might come to pay the price, trying to thread the needle, trying to get out through the double doors, perhaps. Fallen making noise, Grim's waiting, and there's the swing from Grim in the window. Это ретейк от Team Liquid, жестко. Save that one. They finally repel one of these B plays as well. I think it was important that they didn't get steamrolled. Спасибо, ребят, за лайк. Right, this B site has been a constant cause for concern, and even though Naf dies without getting really anything done, he slows them down. Нет, завтра Гамбиты играют. And a big kill that comes through is Stewie hitting the cross shot, as you say, right? That was the thing that left them in an even odd scenario. The nade then extended. Don't get me wrong, Stewie gets a bit over Завтра Гамбит, а послезавтра Нави. It was flashed in. It's pretty crazy, yeah, and it looks silly, but it was flashed in. He had Fnatic caught off for a moment, and it's the last thing you expect, but the first thing is Stewie in this round. Кримс, хорошая плюшка. Второго прощают. Нави послезавтра получает. Jumping up, Alij, can he stop them? Can he see or hear anything? It doesn't look like it. Oh, he misses the jump. Grim's up ahead of a smoke, but the Molotov hits him, and he shoots the wrong man. Хороший тайминг для Грима, один на хаешке, но Брол он законтролил. 2 on 5. You've got the money to go for it, but you've surely got no hope. Yeah, Naf gonna try and flash Alij in. But it doesn't work wonders, and this is так, ну это 16-16, плотненько. The one that goes on the board for Team Liquid is a tense little, you know, two-man unit having a retake together. Не выиграли. Get their 16th. It is dominant. It's 5 alive. It's clean. And it looks real good. Какие команды встретятся в финале? Но есть вероятность, что туда пройдут Нави, вроде как по сетке у них все хорошо. А вот кто еще туда пройдет, это большой вопрос. Нав перестреливает Бролана. Сьюи мажет под Б. Откидывает смачок. Гамбит пройдут, могут, да. Но Нафа не проходит. Сьюи такие запирает Джакини вообще без проблем. 17-16 для Team Liquid. 17-16, and the B plays, the thing that, you know, really helped spur Fnatic on in their T-side and regulation, well, both of them turn sour when the overtime kicks in. They look flashed AF. Поставил на Fnatic, да. Я не слежу за Милстроем. Я, так сказать, знал Милстроя до того, как он стал известен, и с тех пор как-то мне за ним следить и не хочется. Джакини наконец-то попадает. Правда, скрывают Мези. Джакини умирает со сайда. И это 18 для Team Liquid, судя по всему. Полон его вскрывает. Bomb planted safe. Crims will still collect the kill, but now a 1v2 to try and muster. You got the AWP to worry about. You got Grim down in pit.
On the bomb gives him more room, and Crims is trying, doing everything he can to keep this even. Куда ты, Ready for the Кримс? fallen repeat, ready for it. Кримс берет это! 1 в 3. 17-17. Альбек, можешь пойти на официальный стрим и там смотреть? Не проблема. Крим жестко. Not today, though. That's a light out kill to Brolin, barely peeking, and Crims. Дед дал жару. As well. Fallen's trying to close orb. Look at what he's clearing. He's checking the smoke. He's checking the site. It's the expected play to climb up near the bomb. Crims puts. Наконец-то Fnatic довольные. That's terrifying. Попадают по Кримзу. He'll even take one now. Throw it right back in the face of the Brazilian legend. Jaquinho sees that. Jaquinho находит Элайджа. Фоллен находит Jaquinho. 4 в 4. Silence falls after the brawly start to this round, right? The Orbs all looking to face, all looking to fight. Все-таки откисает от Бролана. Бролан закрывается смоком. Фоллен пытается его выкурить моликом, не попадает сквозь дымочек. Нав открывается на мейзе, но как-то очень неудачно. Тёмчик кидают, поэтому мы смотрим на этом канале, а не на основном. Там модератор скидывает основной канал в чатик, можете подписываться, или на группу ВКонтакте. Там мы стримим просто Counter-Strike, играем, разыгрываем всякие штуки, кейсы крутим, в казик иногда ходим и так далее. And now trying to deliver a heroic round of their own, picking up the pace in towards this A site. But are they ready for Goose? The attention's being diverted to Ramp, and so Alex is a nasty surprise. Ну и Fallen 1 в 3 с пачкой. Is now looking a fast route into middle. He's got players on either side to worry about. Doesn't have a smoke to clear this or keep them off the angle. Flash is hoping to bait peaks, hoping to bait fights. There's another man in CT that he's just not ready for. 18-17 для Fnatic. Three lovely shots in that round there. Everyone else falls short. Everyone else falls quiet. And so once more, it's on Team Liquid. Да я стараюсь чатик поменьше смотреть. Плюс у меня 3 модератора работают, они банят. Absolutely, Harry. Mirage is looming. Fnatic just trying to drag us there, kicking and screaming into a third map. Liquid. Will they let go, or will they once again, up against map point, do their very best? Keep in mind, you know, while Liquid were controlling this game for quite a while, 14-10 А Jaquinho все такой же потерянный. Before Fnatic found 5 in a row and locked in that 15, locked in that guarantee of overtime. So one map point evaded by Liquid. Can they do it twice? Я сейчас чуть меньше чат читаю, сейчас закончится или на следующий овертайм пойдем, я перепрочитаю еще разок. То, что прошли с первого места в группе. О! Работает у Team Liquid. Fallen's out in mid, attempting to disrupt these rotations, but Alex is coming back. Alex is coming back. I find him. И это следующие допы. Мези 1 в 3, но если Мези 1 в 3 возьмет, то это будет нереально. Krim should have never won his, but Mezzi's in an even rougher spot. If this was in regulation, you would be saying no doubt. Первый Team Liquid взяли. Удачно. 2 плетки сработали. Мези хорош, да. Очень много важных фрагов, очень много энтри. Бролан, кстати, включился 29 на втором дасте. Очень потненько. Or botch this opportunity. They have the leading CT side coming into the closer. They're looking for a B pop. Not done many of these for Liquid, right?
Кримс попадает. Кримс попадает еще раз. Алекс тоже работает. 19-18 для Fnatic. Первый взяли Team Liquid. Вот видишь, тут палочка у Team Liquid горит. Вот. Это значит, что у них одна карта уже есть. Давайте Fnatic браться, не отпускать. Валидол, валидол. Не, ну приятно смотреть. Нюк было неприятно смотреть. Типа, даже несмотря на то, что я за Fnatic болею, Нюк был просто скучный и неинтересный. Виталити Гамбит, да, должен быть кто-то из финалистов. Это 1/8, верно. Кто возьмет 4, тот выигрывает. Ликвид не собираться. Играть Мираж. Хотеть Мираж. Feels like Fnatic have just gone, well, look, we just ruined the 1B play they've attempted. They're not going to try that again. They're leaning heavy towards this A bomb site, and Team Liquid are at danger of playing right into their hands. Jaquinho playing the AWP drop Jaquinho опять мажет. by the hand of Elige. Это плохо. Now you know that AWP is here at least. Fnatic do decide to mix things up and bring Crims into the fold at the B site. So temporarily, да, в какой форме Heroic, это большой вопрос. Третий Мираж, если будет. Так, фейк от Грима под Б. Алекс в очень опасной позиции. Есть дроп КТ. И Фоллан закрывает Бролана. Кримс отворачивается, и Грим закрывает его. 19-19. Хорошо получилось. Какая же потная потнина. Да, поэтому какие завтра будут Heroic, это прям реально вопрос. Они либо будут злые и жесткие, прям супер жесткие, либо действительно эта ситуация им потрепала нервы, и они будут прям как ни рыба, ни мясо. Поэтому чисто в теории завтра можно рискнуть, попробовать поставить против Heroic на какой-нибудь лоу-кэвчик. And at this point you wonder, is that B player going to run on in? Fallen doesn't want to throw the AWP to them. Fnatic drop their mollies, they are leaning heavy B, they have to, they have no choice. Alex, opening kill, aficionado, going to get involved again. Алекс не попадает по нафлаю. Fallen тоже мажет по Кримзу. Liquid are in no hurry, all the time in the world, a 5-on-4. They can sit back, relax, and wait for the util to be wasted. Oh. Now, you know, someone was pushed up at these long doors. A lot of the pressure in this round is on Jaquinho with this mid-hold, right? He's looked so much better По деньгам since he's 16 found тысяч himself на 3 over раунда in дается. То есть бай каждый раунд, любой. Полный бай. We need to see some of that now. Flash dodge. Fallen находит Jaquinho. Brolin caught crossing players from here last time, and he's looking to do it again. Hoping to be that difference maker. Flash high, and Brolin still fighting, still 3-4 по-прежнему очень сложно для Fnatic. A little shallow, doesn't actually go through the doors to blind him. Oh no, and they missed the hinge smoke as well. It's a bit of a utility blunder down here in the bottom of mid. The pressure may be showing for Liquid. Так, ну очень многое будет зависеть от Кримза, вообще его прочитают в этой позиции или нет. О нет, слишком рано Кримс открылся. Stewie disrupts the rotations again. His impact cannot be highlighted enough on these mid to Bs. Constantly a nuisance, constantly making you look over your shoulder. Even now, Mezzi is mad paranoid about this mid crossing, and it's another, you know, what should be impossible 1v3 for this guy in at the B site. Yeah, he was the man of the hour back on Nuke for Fnatic, but it matters not in this clutch. Surely undoable, tradable at least, and Fallen needs no support to close out with a 30
32nd kill. That's again Liquid leading after a half of overtime. They did it CT, they couldn't convert. They've done it T, and now is their chance to close. Remember, it's been, you know, Fnatic with them at points, with the chances to take this series not only in regulation but even in the first overtime. Liquid have always been the ones clawing it back. Нави послезавтра, ребят. Script, and now it's Liquid in control. Chiquinho waiting for a mid fight that he's not going to get given. It's not so much the Stewie orb that you're Все concerned очень about, плотно, it's very но much Liquid ведут. Fallen. Top of the server at 32 kills. He's been able to overtake Brolin, who's having a light. Не попадает ни Стью, ни Джакиньо. That was his opportunity to open the round for Team Liquid. Trying to brute force another. Fallen 32 наколотил уже. Pales in comparison to what we've had out of Fallen in this game. He's playing. He loves this little off angle as like the alternative to an AWP drop down spot. That boost. Fallen жестко. Hey, Fallen! He's awake today. Brolin shot round the corner at the speed of light, and not even that is fast enough to outrun Fallen's flicks. This guy breaks the laws of physics, the laws Очень of the жестко от game, Фоллена. with some of the shots he's able to hit. He's blowing minds all right. Очень много важных фрагов. Прям очень много. On the wall, and now Fnatic. They've got to stand strong in a 4v5. We've got this late cat execute smoke from Mezzi. That's going to give Alex a bit of room. And now it looks like there's a double cat play, right, with these smokes coming over the top. But Liquid don't care where you're coming from. They've got Fallen on long, on the angle, looking for 34. And Fallen опять попадает. More flashes tell you more players are coming your way, but Fallen won't re-aggro into the orb. It's got to come to him. Yeah, flash him off the angle again. You bait the shot out, and now you're out of flashes. Now you got to peek this one. Chiquinho is actually throwing in another. И опять Fallen попадает. Chiquinho tries his best to trade, but the bomb is out at long. 21 для Liquid. Finally, it's Team Liquid up onto match and series point. Quarterfinals on the horizon, and Liquid, their first chance to close this second map. They did it with ease on Nuke, and now you've given them the opportunity. Now they're here to take it. It's kind of heartbreaking for Fnatic, right? If they'd shown up flat to Nuke to open the day and then kept that up on Dust, you would have just said, oh, well, Так, ну что, какие-то шансы у Fnatic, конечно, остаются, но они прям призрачные. They have come back in this time and time again to find these map points, but have never been able to cross that line to get us to a third. This is just a taste of what Fnatic had to offer. And we want more, but we might not get it. Алекс откисает. To open up this round, Liquid in a 5-on-4 at map and series point, trying to lock in those quarterfinals. Yeah, and that's when you know things are going wrong. Alex has been the guy on this T side to get the openers, to lock off cat kills, to take Fallen out on the AWP. But the longer this game goes, the more fatigued Fnatic find themselves, and the more Fallen finds form. Elige moving into middle. He's gone through this smoke every single time, and Nappi called for support. He will need it. There's Elige. Chiquinho misses his shot. Elige traded Fallen. Кримс зажигает. Wall banged out, gives Crims the chance, but the bomb's been dropped and they've got to go back. Yeah, this isn't ideal. This is wasting precious time off the clock. You might try and leave Crims set up here. He's going to look to get cheeky around the smokes. He's really prepared for the boost. Crims could steal this whole round away, or he could be the first domino in the downfall of Fnatic. The Molly gives up his position. They both come through. Crims trying to waste time, now takes players out of the round. Fallen заходит в сайт с калашом. If he goes through now, he could find a window player for free. Находит Мези. Crims is attempting the spam, but Fallen plays for the fight. Now he's let Crims get close. He's on the bomb. He's sticking it. Pros don't fake. Кримс заходит. 20-21. Rages on. It never knows when to stop. Давайте еще допы заводим. Do the wall bang onto Stewie as well, trying to get back out of B. That's a 4K for Crims. We had a perfect setup for Liquid, not just the open door that found a kill. Кстати, да, квадрокилл для Кримза. The two-pronged assault in middle and the last second swing that could have been Fallen's round. He calls the bluff, he calls the fake. And and that's another round. That's Liquid with one more shot, or we run it back for a third overtime.
Mate, you kind of had like full faith in Fallen to do something cheeky there. He knows that full sticking, it just carries the risk of getting shot in the back, but God, he's counting on Crim's outbraining himself. That was so scary for Crim's as well middle. He knows he has a molly and he doesn't want to throw it like, you know, he also knows they don't know he's there, and so it's the mind game. Вот даст сочный между командами, прямо реально сочный даст. Приятно смотреть, не то что нюк, блин. Вот вроде Liquid ведут, а смотреть все равно приятно. Конечно, не хватает немножко Джакиню, Мези, Алекса. У Liquid все лучше по фрагам. Только Элайдж немножко заглох. 17-27. Versus the now incumbent Team Liquid, still one away from closing this out. Mental. Пропушил. Plays and Chiquinho is now scoped up on short, having missed this timing. Elige. Мези спасает его. He's just saved Chiquinho's life, tipping this completely the other way. It's now a 5-on-4 for Fnatic, and it's Liquid feeling the burn. Oh, Elige, nothing can go right. That was a lock-in kill, a second earlier for Chiquinho, and he's dead. Instead, Fnatic just got to convert the advantage. Он отворачивается, опять вешает жесточайшую плюху. 40 kills. Is there even time to get there? Fnatic are 4 up on Cat. 4 players here. They throw in a double back, double mid setup for Liquid. Stewie's leaned over with the AWP. You've got everyone in the right position. If Fnatic are going to double back, Grim is dropped and so Дроп КТ. И Fallen остается 1 в 3. Where they stand leaves Fallen in an undoable clutch. Yeah, talk about a taste of your own medicine, right? It's been Stewie dropping on these CT flanks that always. Завозите валидол. Если Fallen это возьмет, это будет нечто. It should still be undoable, but if one guy could get us believing, it's gonna be Fallen. Flash in, and he's looking for fights. Crim stopped the clutch last time, and he's gonna do it again to take us. 21-21, Патнина продолжается. У кого нервы сдадут быстрее, вот в чем вопрос. Спасибо, Карин. There's another OT coming up in just a minute. Командам дали перерыв, это радует. Не знаю, может, рейзеры какие-нибудь я не видел. Вот это валидол. Вот это потно. Пацаны, давайте по лайку скинемся, и девчата тоже. Это в вопросе нас, наверное, человек 600. Да, в вопросе 600 человек, а лайков 150 всего. Torn away from them very, very quickly by Scientist. Oh my god, Nico gets 3, 4! Oh my lungs, I don't believe it! Deagle is on fire and Shox is gonna walk into it. Вот это сегодня просмотров, кстати говоря, вообще огонь. Также, народ, напоминаю, что в группе ВКонтакте разыгрывается замечательный скин для вас. Можете принимать участие. Как раз после матча будет разыграно прямо на стриме. Flusher in the back lines, he's out of ammo, a knife is out, what's happening? Flusher, he's getting stabbed, he drops Flusher! Why you bully me? Why you bully me, bro? Why you bully me? Everyone asks. It's in the same place there, Simple just jumping, catching into the side, he's gonna fall down again. Why is it from Simple? What are you
Вот это, конечно, момент от симпла. Ух. Нет, вторая реально хорошо смотрится. Типа, я хоть и, как уже говорю, я болею за Fnatic, но смотрится реально круто. Так, надо что-нибудь попить, что ли, налить? Прям такой легенький кофе себе сделаю. Лайтовенький. Так, я, может быть, на один раунд отойду. Я что-то так подумал, что я в туалет хочу очень сходить. Что я еще одни допы не вывезу без туалета. Так, прям лайт кофе сделал. Three overtimes and neither team want to let go. Match points for Fnatic fallen and Liquid can't close either. It's a war of attrition. Yeah, you know, who can keep this up longer, man? Unleash is having a bit of a rough time, right? And maybe you're having to lean on guys, you know, like Fallen, like Grim, a little more on the side of Liquid. We need Unleash to get activated, especially with Grim knocked out of the round early on. It's him and Fallen still left up in this A bomb site. They're coming through! And that's a collateral for Fallen. He's kept this even. Can Unleash hold the fort? The pressure is on now, Unleash. This is his moment. This is his time. And he will open up with the first. Я пропустил что-то очень интересное, судя по всему. 21-21, 2 в 2 и лайч супер красный. Не-не, я сходил. Так сказать, облегчился, чтоб Фнатиком было полегче играть. Внимание, обнаружил. Мне неудобно тебя просить об этом. Я счастлив тебя добавить в ДП. У меня не получилось. Можешь ты меня добавить, пожалуйста, в карты ТПС //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 /
he goes, and now Stewie knows. Главное, чтобы они забрали Даст. Given the 1v1 of his desires, the stick plant, Stewie goes right up to the door. Stewie жестко. Catches him moving off the plant. Perfect play from Stewie, gun not out in time, and Liquid find the first, although we know that means nothing. Man, I was so nervous there because that's either the peak where you go, oh my god, Stewie saved the day, or you go, Stewie, what have you done? Yeah, well, it's lucky. No, it's not lucky. О, жестко от Фоллана. On the plot. He actually peeks on the bomb down noise. He knows he has a moment where the animation is still going and Shikino cannot fight if it's an open plant. Look, the gun's still coming out, and Stewie gets the shot off. Oh boy, the hype is here. Stewie Hype is here. Yeah, Stewie. Давайте Fnatic, блядь, братцы. Ёпта, ну уж так далеко дотащили. О, Джакиньо перестреливает Стьюи. Наконец-то включился. Раз год и палка все-таки стреляет на энтри фраг. That's scary as well because, you know, Liquid have got to be realizing it now at this point. And if you hear that shot, you can know you can just repeat willingly, freely. Obviously, the danger in the overtimes is, okay, is that 1-up or is that 2? We've seen Crims tend to pick it up as well, especially on the CT side. But Liquid, they've not really been keen for the mid-fights. Не, ну 24-то она стрельнула, а Фоллан-то стрельнул 40. Gift that keeps on giving even in the third overtime. Molly to get fallen. Ну тут у Фоллана с ракет просто, извините. Push this man back to his bomb site. Away he goes. Grim still down in pit. Double B setup. Fnatic are ready to throw everything they've got at Naf and Elige. Yeah, you see the smokes coming in now, and Elige is going to try drop his, but the flashes are good to get them off the angle. Naf and Elige, they could win this whole round right here. Oh, they light up the tunnels play. They finally repel one again, and now they learn about Alex in mid. Now they know they've got him. Алекс 1-2, 30 секунд. Die on the swing. But these two B boys, these band of brothers in the B site aren't looking to go anywhere. Alex out in the open. Алекс были шансы. But Elige is going to close that round for Team Liquid. He's finally
to accomplish something in this game right when it matters most, right? That last kill with Alex landing that blinder. Алекс закрыл Fallen, но можно было уже не идти. You're a little psyched out if you're a Liege. That still could have been a problem. That was a must-win trade, and they get it over the line. 23-21. Перерыв пошел на пользу Team Liquid. If you remember how that last round went of the previous overtime, it was Elise pushing top mid, almost killing Jaquinho, and he gets saved by Mezzi with the headshot. So Elise was having a bit of a mare, but he's come back into his own here in the third. We go again. Liquid looking for the flawless half. No team has encountered that yet in an overtime. It's been 2-1s for either side. Явно пауза на пользу Team Liquid пошла. Они как-то новое дыхание получили. Или Fnatic расслабились во время паузы, фиг его знает. New round, same angle. Same shots need to be hit. Fnatic are already wider and he's double scoped. Ну один нужен. Ой, Fallen easy. 41 для Fallen. That's kind of heartbreaking, you know. It led you into a false sense of security that there was no one holding that Наши комментируют. Просто я не хочу дабл-звук русский пускать. His favorite of the two drop-down positions over here, this little wider off angle. Now, he could just get flashed to the nines and be a bit of a dead man, but he's going to try and peek ahead of all this utility. Now has to get out of there as the flashes pour in. Elige. This could be another Elige moment to try and save the day. He is Brolin dropping, but he's giving chase. Take that, Brolin. Fallen. Ooh, having a duck out of danger back into the site. All three players out on Cat. Fallen откисает. In by Grim isn't able to capitalize. Does see that Ну сейчас Элайдж будет в ухо убивать. There's another Elige keeping this in the advantage of Team Liquid, and there's Grim. Team Liquid 24-21 впервые за Даст второй вырываются настолько вперед. Вторая карта сейчас. Insane shots out of Fallen to start as well. And that hunt for Elise, he realizes even just one kill here, yeah, he's not going to be able to multi-kill, stop this cat play with all the flashes coming in, chasing them down. So he's praying, thanking someone, anyone, God, Fallen, for keeping this game going and in the favor of Liquid by 3. 3 chances to close the series, to go to the quarter. И опять забирают Кримза. Fallen, конечно, красный, но этого мало. And they're gonna keep them going. Of course they are. The Elise ain't putting it away. Look, man, he wants kills. He needs a bit of a helping hand to get there, and so the auto's out for Elise. Is that a decision you come to regret? This auto could churn through a mid player around these doors. Alex does well to keep himself out of its firing line. Элайдж забирает Алекса. Ну я не знаю, как сейчас Liquid надо накосячить, чтобы проиграть. Похоже 2-0. Пахнет 2-0. And so this might be the end of the road after all this fighting, after all these overtimes. This might be Fnatic's legacy here in the Pro League brought to a close unless the remaining 3. A joint venture of Brits and Swedes. Лайдж еще один минус со скорострелки. But he won't let them forget the AK, forget the AWP. Elise is an auto player now. Mezzi might get past him in CT, but the auto, yeah, now brushed aside. Ну что, 2 в 4. Team Liquid spread thin. Taking the bomb up through Cat. Fallen's here alone and tagged up from the fights earlier on in mid. Fallen прокрался. А тут уже Nav. GG. Поздравляю, Team Liquid. Снайпер у Liquid оказался сильнее. Минус хата, пацаны. Жаль, конечно. Но как есть. Сейчас бы ставить на фантиков, но Liquid тоже не такую хорошую игру показали, как мы видим. Джакиньо явно не доиграл.
Так, ну что, поехали. Сейчас итоги на коллаж получается. Тут два простых условия. Быть на стриме, подписаться на телегу, лайк на пост поставить. По халяве можете получить коломагу с 4 стикерами. Минус хат получается. Да, матч только что закончился. Так. Запускаем найтботика. Вопрос, какие будут хероик завтра? Большой вопрос. Поехали, будем подводить итожики. Среди лайкнувших. Кам. Кирилл Шматов, минута появиться в личке стримера, пару минут на скрины. Минута открытия ЛС, потом пару минут на скрины. 22:56:30, 22:57:30. Поехали, твое время побежало, Кирилл. Открыть личку, и потом пару минут у тебя будут скрины дать. Да, Фнатиков закрыли. Энсы сегодня были сильные. Это точно. Открылась ли личка? Нет, не открылась. Следующий. Асхат, если ты здесь, минута появиться в личке стримера, пару минут на скрины. 22:58:10, 22:59:10. Поехали. Да, Кирилл, похоже на то. Асхат 20 секунд. Что на телегу подписан? И трейд оффер. Асхат молчит. Получает лайк на аватарку, получается. Так, далее мы переходим к чату. Итак, лайк на пост, подписка на телегу. В чат написать калашик. Подготовить ID ВКонтакте. Давайте, даю 30 секунд. Можно большими, можно маленькими, без разницы.
13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Алекс Чартон, найди ВКонтакте. Именно не ссылку, а ID ВКонтакте. То, что после слэш идет. То есть, когда заходишь, вот это. Давайте, минуту с небольшим даю. Фнатики проиграли Team Liquid 2-0. Иди ВКонтакте, Алекс. Не спи, солнце мое. Не проебись. Тринадцать. 12. Окей. Лайк стоит. Ага, есть скрин. Есть трейд. Держи, твоя колымага. Сейчас подтвержу. Фотки нету, Алёша. И шо? Я же не всегда требую фотку. Чел в чатике. С челом все окей. Только подписался. Ну да, понятное дело, сегодня много новеньких. Сегодня у нас много новеньких. Я к новеньким не собираюсь придираться. Почему фейк? Обычная страничка, челик в чатике. Меня типа устраивает. Фотки в профиле есть. Ну, какие-никакие есть, да. Какая-никакая, точнее. Я так понимаю, да? Плюс она не засратая. Так, ну что, готовченко получается. Калашик улетел. Поехали фанроллы. Мог выиграть Дэн, Вайнот, Раскол, Азерус, Андрей, Игорь, Раревилиан. Короче, язык сломаешь. Мишастик, Александр Вятский, Пес for Life, Данил Иванов, Макс Поднозов, Анатолий, Кизару и Дима Чунин. Ну, это так, чисто фанрольчики. Фанрольчики. Увидимся мы с вами завтра в 20:30 на матче Гамбитов. Буду рад вас видеть. А на этом стример с вами прощается. Всем огромное сердечко. До встречи завтрачка.
Так что приходите. Буду всех рад видеть, буду всех ждать. Пока-пока. Завтра где-то в 20 по Москве я запущу стрим, то есть заранее, минут за 40 до матча. Да, еще чуть-чуть и ты выиграл, Дэн. Вот. Так что завтра буду всех рад видеть. Если вам нравится сидеть в теплой, уютной компании и смотреть матчи, то welcome. Все. Пока-пока.